Если повезет, ты можешь стать магом огня или даже святым меча. Но у Лайта судьба сложилась иначе. Он стал всего лишь мастером по изготовлению орехов. В день, когда должны были даровать навыки, Лайт и его подруга детства Лена отправились в церковь на церемонию. Они с нетерпением обсуждали навыки, о которых мечтали. Лайт всегда хотел стать искателем приключений, поэтому был бы рад любому навыку, связанному с боем. Лена же не слишком беспокоилась о том, какой навык получит, главное, чтобы она могла быть рядом с Лайтом. Но все же она немного нервничала, ведь никто не знает, какой навык получит, пока не съест плод. Но Лайт был уверен, что они оба получат потрясающие навыки. Но мы уже знаем, чем это обернулось для него. Когда они с Леной пришли в церковь в тот день, святая сестра рассказала им, как работают плоды навыков. Ты получаешь навык, съев плод, и это гарантирует тебе работу в любой сфере по твоему выбору. Без долгов по студенческим кредитам. Им дали возможность выбрать любой из этих плодов, чтобы получить навык. Но было одно нерушимое правило. За всю жизнь можно съесть только один плод. Попытка съесть второй плод приведет к отравлению. Многие погибли, потому что были недовольны своим навыком и решили съесть второй плод. Святая сестра подчеркнула этот момент, чтобы было ясно, что употребление более одного плода приводит к стопроцентной смертности. Лена была поражена тем, насколько опасными могут быть плоды. Но святая сестра успокоила ее, сказав, что если она не съест второй плод, то беспокоиться не о чем. Предупредив об этом, святая сестра велела им выбрать себе по плоду. Лена подошла первой. Она откусила кусочек от одного из плодов. И тут же почувствовала, что с ее телом что-то происходит. Вспыхнул ослепительный свет, и тело Лены внезапно стало очень горячим. Святая сестра поняла, что это должно быть навык легендарного святого меча. Это было невероятно редко. Она никогда не думала, что увидит, как кто-то получает такой навык. Но теперь, когда Лена официально стала святой меча, ей суждено было стать одной из величайших искательниц приключений в стране. Лайт искренне радовался за Лену и поздравлял ее с получением такого невероятного навыка. Но теперь была его очередь. Он подошел к алтарю и осторожно выбрал себе плод с навыком. Он не ожидал получить что-то столь же выдающееся, как навык святого меча, но все же надеялся на достойное боевое умение, которое позволит ему сражаться бок о бок с Леной. Однако, когда он откусил кусочек и почувствовал, как навык проникает в его тело, его сердце упало. Оказалось, что он был просто мастером по уничтожению вредителей. Святая сестра изо всех сил старалась подбодрить его, но было ясно, что Лайт будет сражаться только с вредителями на полях. Лайт был подавлен тем, что его мечты стать искателем приключений рухнули. Он спросил, можно ли ему попробовать еще раз, но сестра ясно дала понять, что это 100% смертельно. Поэтому она не разрешила ему есть еще один фрукт. Лена попыталась приободрить его и сказала, что останется в деревне и будет выращивать фрукты вместе с ним, потому что ей было все равно, чем заниматься, лишь бы они были вместе. Но святая сестра не могла смириться с этой любовью и состраданием. Лена была единственной в своем роде, и сестра не хотела, чтобы она растрачивала свой талант, становясь фермером. Она потребовала, чтобы Лена стала искательницей приключений ради страны. И на самом деле она собиралась немедленно отвезти ее в столицу, чтобы она могла начать там обучение. Лена не нашла в себе смелости ослушаться приказа святой сестры, и ее увезли. Но она пообещала себе, что однажды вернется к свету. Прошло 3 месяца с того судьбоносного дня, и свет изо всех сил старался принять свою новую реальность, сосредоточившись на роли фермера. Используя свои силы, он следил за тем, чтобы орехи были большими и здоровыми. Когда они созревали, он продавал их в городе, чтобы заработать. Жизнь была не такой уж ужасной, пока он держал эти навязчивые мысли глубоко в подсознании. Однажды он отправился в город, чтобы продать свои орехи, но так как они были маленькими, ему заплатили за них очень мало. Возвращаясь домой, он заметил объявление о Лене. За те 3 месяца, что она уехала из деревни, Лена, очевидно, поднялась до ранга С и добилась невероятных успехов. Конечно, он был рад за нее. Но мысли о том, как хорошо у нее все складывается, заставляли его чувствовать себя полным неудачником. Хотя он знал, что у него нет способностей, чтобы стать искателем приключений. Лайт тренировался каждый день в надежде, что сможет овладеть каким-нибудь навыком владения мечом или чем-то подобным. Он снова и снова наносил удары мечом по пню, убежденный, что если сможет разрубить его пополам, то докажет, что достаточно силен, чтобы стать искателем приключений. Но тяжелая работа не всегда приносит результаты. И все, чего он добился своими упорными тренировками, это пара синяков на запястьях.
Потерпев поражение, он упал на землю и задумался, помнит ли его Лена. Она обещала вернуться, но, учитывая, сколько славы и денег она, должно быть, заработала, он не удивился бы, если бы она совсем забыла и его имя, и его лицо. В этот момент к Лайту подошла маленькая девочка по имени Айла и сказала, что принесла ему воды. Она была почти сиротой, и староста деревни не хотел с ней возиться. Поэтому однажды он просто оставил ее на пороге своего дома. Лайт увидел, что ей некуда идти, и решил взять ее к себе. С тех пор они жили вместе. Айла сказала, что ужин готов, и если он хочет, то может зайти поесть. Лайт с радостью согласился. Он попробовал еду, и пока ел, Айла спросила, как прошел сегодняшний сбор урожая. В общем, Лайт заметил, что сегодня выручка была довольно приличной, особенно сейчас, когда он начал выращивать плоды навыков. Он специально отметил, что аккуратно разложил все плоды навыков по коробкам с эмблемами в виде черепов, подчеркнув, что Айла ни в коем случае не должна их есть. Но Айла не знала об опасности, связанной с употреблением плодов навыков, поэтому предупреждение Лайта было очень кстати. Ну или хотя бы на час раньше. Она уже использовала несколько таких плодов для приготовления рагу, которое они сейчас ели. Лайт в панике вскочил и спросил, точно ли она положила плоды навыков в рагу. Но она точно это сделала. И судя по тому, что сказала святая сестра, употребление второго плода навыка было равносильно смертному приговору. Внезапно Лайту стало жарко. Он почувствовал боль в груди и подумал, что так и умрет. Он упал на пол и на последнем вздохе извинился перед Айлой, потому что это была его вина, что он ожидал, что она поймет, что это плоды навыков, а она еще не умела читать. Лежа на полу в ожидании смерти, Лайт заметил, что это занимает гораздо больше времени, чем он ожидал. Поднявшись, он с удивлением обнаружил, что совершенно невредим. Айла заметила растерянное выражение лица Лайта и спросила, все ли с ним в порядке. Именно это его и смутило. Употребление второго плода навыка должно было быть смертельным, так почему же он все еще жив? В этот момент у него сильно заболела голова, вместе с приливом силы нового навыка, проходящего через его тело. Ила тоже почувствовала резкую боль во всем теле. И так как она съела рагу, это должно означать, что она тоже получила навык. Внезапно она начала видеть слова, парящие в воздухе, и прочитала информацию о навыке своего орехового мастера. В дополнение к способности выращивать орехи, навык света также сделал его невосприимчивым ко всем ореховым ядам. Свет удивляется и спрашивает Илу, откуда она это знает. Она объясняет, что видит слова, парящие в воздухе, и Свет быстро понимает, что она, должно быть, получила какой-то навык оценки. Ила продолжает читать информацию о Свете и обнаруживает, что у него появился второй навык. Она сообщает ему, что новый навык называется Бог Меча. Навык Бог Меча значительно увеличивает силу атаки Света, когда он держит меч, а также значительно повышает его сопротивление магии. Если Ила говорит правду, это может означать, что мечта Света наконец-то сбудется. Свет хочет проверить это. Он выбегает на улицу с мечом и возвращается в лес, чтобы посмотреть, действительно ли у него появился новый навык владения мечом. Он поднимает меч и одним взмахом рассекает пополам пень и стоящее за ним большое дерево. Можно с уверенностью сказать, что на данный момент Свет сильнее всех. На следующий день Свет направляется в город, чтобы посетить гильдию и, наконец, стать искателем приключений. Он полон энтузиазма, ведь это всегда было его мечтой. Первое, что бросается ему в глаза, это доска объявлений с заданиями. Если он успешно справится с одним из них, то у него будет достаточно денег, чтобы купить лучшее снаряжение и вкусную еду. Но заработок не единственная причина, по которой Лайт сегодня пришел сюда. Он хочет проверить, насколько эффективен его навык владения мечом в бою. Если все пройдет хорошо, он, наконец, сможет стать официальным искателем приключений. Он просит Айлу подождать его на скамейке, пока он получит задание у стойки регистрации. Пока его нет, Айла использует свой навык оценки на всех людях в гильдии. Она поражена разнообразием навыков, но некоторые из них кажутся ей бесполезными. Например, у этого парня есть навык, который наносит ему самому урон. В этот момент Айла слышит шум у стойки регистрации. Обернувшись, она видит, что Лайт вступил в жаркий спор с одним из искателей приключений в гильдии. Мужчина узнает в Лайте парня, который всегда продает орехи на рынке, и насмехается над ним, заявляя, что таким, как он, не место в гильдии. Лайт, однако, не обращает на него внимания и просто поворачивается к Айле, говоря, что они могут идти. Мужчину оскорбляет то, что Лайт посмел его проигнорировать. Поэтому он совершенно спокойно атакует Лайта мечом.
Навык владения мечом Лайта также улучшает его рефлексы, поэтому он легко блокирует атаку. Мужчина понятия не имел, что Лайт на такое способен, поэтому он был уверен, что сегодня его обвинят в убийстве. Друзья, мужчины видят, что Лайт может за себя постоять. Поэтому они убеждают его просто уйти, потому что он не сможет победить в этой схватке. Жан пытается скрыть свою вспышку гнева и говорит, что на самом деле не хотел причинить Лайту боль. Поэтому он и его друзья покидают гильдию, чтобы отправиться на свое первое задание. Вскоре после этого Лайт и Айла тоже уходят, так как у Лайта есть задание для них. Они направляются к каменистым равнинам, и Лайт с нетерпением ждет встречи с монстром в реальной жизни. Зная, насколько это опасно, он просит Айлу держаться рядом с ним. Вскоре они замечают свою цель. Слизни монстра вдалеке, и Лайт готовится к бою. Он осторожно приближается, пытаясь незаметно подкрасться к нему, но слизень все равно замечает его. Изменив тактику, Лайт решает атаковать в лоб. С его новообретенной силой он бросается на слизня, разрубает его пополам и случайно раскалывает землю под ним. Он рад, что его навык действительно полезен в бою. Но он понимает, что ему нужно научиться контролировать свою силу, чтобы не причинять еще больше вреда. Айла поздравляет Лайта с первым успешным заданием. Но чтобы выполнить задание, им нужно разрезать слизни и принести его части в гильдию, чтобы обменять их на деньги. Айла говорит, что ей немного не по себе от того, что она разрезает тело слизня. Но Лайт напоминает ей, что они заработают достаточно денег на пиццу, если продадут части слизня. Айла забывает о своих моральных принципах и начинает препарировать слизни. В этот момент они слышат крики с другой стороны равнины. Подбежав, они видят, что на Жана и его команду напал огромный огр. Группа решила пройти легкий квест, чтобы убить слизни и вернуться домой, но они не ожидали встретить огра. Орк замахивается на них своим оружием, и им приходится отпрыгнуть в сторону. Хотя им удается избежать первого удара, очевидно, что у них нет шансов победить такого грозного противника. Лайт окликает их, чтобы узнать, все ли в порядке, и как только Джин замечает его, он придумывает план побега. Он и его друзья бегут прямо к Лайту. Лайт немного растерян, не понимая, что они делают. Но они пробегают мимо него. И он понимает, что они хотят использовать его как приманку, чтобы сбежать. Теперь ОГР собирается напасть на Лайта, и ему ничего не остается, кроме как сражаться. На самом деле это даже хорошо, потому что ему нужно проверить границы своих новых способностей. ОГР замахивается на него булавой, и Лайт быстро отпрыгивает в сторону, чтобы увернуться от удара. Но его действия опасны, и Айла предупреждает, что навык бога меча не усиливает его защиту. Если он получит хоть один удар, это может быть смертельно, но Лайт не собирается отступать. Он хочет стать величайшим искателем приключений в мире. И если он серьезно настроен осуществить свою мечту, то должен победить в этом испытании. Наконец он привык к своей новой силе. Лайт подпрыгивает в воздух. ОГР пытается ударить его, но Лайт рассекает булаву пополам. Чего бы это ни стоило, он должен догнать Лену, чтобы они снова были вместе. Одним быстрым движением он опускает свой меч и разрубает Огра пополам. Все это время Жан и его друзья наблюдают за ним с холма неподалеку. Вскоре Лайт возвращается в гильдию, чтобы обменять свои вещи на деньги. Но администраторша не верит, что он в одиночку справился с Огром. Чтобы доказать это, Лайт показывает ей рог Огра, который он принес, а друзья Жана подтверждают, что они видели весь бой и могут поручиться за него. Убедившись в правдивости его слов, администраторша принимает его рассказ и просит подождать, пока она принесет ему награду. Тем временем друзья Жана еще раз благодарят Лайта за спасение. В этот момент у входа в гильдию собирается толпа, и Лайт спрашивает, что случилось. Жан объясняет, что только что вернулась группа С-ранга. Это та самая группа С-ранга, в которую вступила Лена, и Лайт впервые видит ее за последние 3 месяца. Лайт подходит к ней и пытается поздороваться, но, к его удивлению, Лена отвечает, что никогда в жизни его не видела. Лайт совершенно подавлен и не может понять, как Лена забыла о нем всего за 3 месяца. Он стоит с открытым от удивления ртом. Айла, не понимая, что его беспокоит, пытается поднять ему настроение и предлагает сходить за пиццей. Лайт соглашается и идет с Айлой за пиццей. Но он все еще мрачен. Разочарованная Айла предупреждает, что если он не возьмет себя в руки, она съест всю пиццу сама. Лайт потратил на эту пиццу много денег. Даже если он и расстроен из-за Лены, он не позволит этому пропасть даром.
Но он ест так быстро, что в итоге давится. К счастью, кто-то протягивает ему стакан воды, чтобы запить. Он поднимает глаза, чтобы поблагодарить незнакомца, но, к его удивлению, незнакомкой оказывается Лена. Он уже собирается позвать ее по имени, но Лена закрывает ему рот и просит вести себя тихо. Иначе Граус их услышит. Она садится за стол, и Айсла представляется, потому что она впервые видит Лену. Лена собирается спросить, как Лайт умудрился за 3 месяца зачать ребенка. Но прежде чем она успевает это сделать, Лайт перебивает ее и спрашивает, что она здесь делает. Честно говоря, Лена сама задается этим вопросом, потому что не ожидала встретить его в гильдии. Лайт явно гордый, говорит ей, что они с Айслой стали авантюристами. Затем он рассказывает историю о фрукте навыков, который позволил ему получить второй навык. Лена искренне рада за него, потому что это значит, что он наконец-то на пути к своей мечте. Лайт спрашивает Лену, как ей живется в отряде с ранга священной. Но по выражению лица Лены видно, что ей там не очень весело. Ее просто заставляют сражаться с кучей случайных людей, которых выбрала святая сестра. Платят хорошо, но атмосфера там хуже, чем в лобби Call of Duty. Поэтому она советует Лайту держаться подальше от священного, если он хочет наслаждаться жизнью авантюриста. Лайт до сих пор не понимает, что такого ужасного в святых, особенно после того, как он столько о них слышал. Но Лена вспоминает случай, произошедший 2 месяца назад, когда их отряд столкнулся с гигантским змеем. Зная, что змеи боятся огня, Граус приказал магу атаковать его огненной магией. Маг послушался, но перестарался и случайно поджег соседнюю ферму. Когда Лена попыталась поднять эту тему, надеясь, что они смогут что-то сделать, чтобы потушить пожар, Граус не проявил ни капли беспокойства о том, что они уничтожили чью-то землю. В его глазах их задача была убить змея, и они с ней справились. Не было смысла беспокоиться о таких мелочах, как ущерб, нанесенный посторонним, пока они выполняли свою главную миссию. Она попыталась объяснить ситуацию и святой сестре, но та была еще менее заинтересована в этом, чем Граус. Святую сестру не волнует, сколько имущества будет уничтожено или сколько крестьян погибнет, пока история запомнит их как героев. Лена не рассказывает Лайту о взглядах своих товарищей, но он видит, что она недовольна ими. Поэтому он предлагает ей присоединиться к нему и Айсле, если она захочет. Но как бы сильно Лена этого не хотела, есть обстоятельства, которые не позволяют ей уйти из святых. Она говорит Лайту, что все в порядке, но он видит, что она плачет, и понимает, что что-то не так. Но Лена не хочет втягивать его в свои проблемы, поэтому она уходит. Вскоре Лайт направляется к стойке регистрации, чтобы получить награду за победу над Огром, и ему выдают 10 золотых монет, сумму, которую он никогда раньше не видел. Но он совершенно не волнуется. Он думает только о Лене, но он понимает, что не сможет помочь ей, пока не узнает, что заставляет ее делать это. А она не хочет ему говорить. Поэтому Айсла предлагает спросить у Грауза, лидера священных, напрямую, ведь дверь в его кабинет открыта. Граус сидит в кабинете с 2 девушками и рассказывает им истории о своих легендарных сражениях. Например, о том, как он и его команда охотились на злого гризли. Чтобы справиться с ним, они подожгли медведя, а Граус нанес последний удар. В этот момент в кабинет заходит секретарь, потому что ей нужно обсудить с Граузом его недавнюю миссию. Жители деревни, где он нашел того злого гризли, подали на него жалобу, потому что пожар, который устроила священная, полностью высушил их водохранилище. Теперь у них нет воды. Граус отмахивается от жалобы, говоря, что при борьбе с такими опасными монстрами всегда есть жертвы. Но в глубине души он наслаждается тем, что доставляет неприятности тем, кого считает слабыми, ведь они ниже его по статусу. Лайт подслушивает разговор и приходит в ярость, потому что знает, что Лена никогда бы так не поступила. Он подходит к Граузу и требует, чтобы тот отпустил Лену из священной, потому что она явно в беде. Но Граус не воспринимает его всерьез и просто вызывает охрану, чтобы вывести Лайта из кабинета. Айсла подбегает к Лайту и спрашивает, все ли с ним в порядке. Свет — это хорошо, но другие искатели приключений предупреждают его, что злить этого парня — плохая идея. Потому что он может быть грубым. Но если ты его разозлишь, то попадешь в немилость к святой сестре. А если она затаила на тебя обиду, то можно с уверенностью сказать, что твоя карьера искателя приключений закончилась. На следующий день все члены священной группы собираются в гостиной.
хвастаясь своими достижениями и упиваясь собственным величием. Тем временем Лена размышляет над тем, что сказал Свет о том, что ей будет больно, если она останется в священной группе. Собравшись с духом, она наконец говорит всем, что хочет жить как искательница приключений, руководствуясь своим моральным кодексом, поэтому она немедленно уходит из священной группы. Когда она направляется к выходу, Граус внезапно преграждает ей путь, двигаясь с пугающей скоростью, и угрожает убить ее за то, что она посмела бросить ему вызов. Лена собирается вытащить свой меч, чтобы защититься, но понимает, что даже с ее навыками мечницы ей все равно не победить Грауса в бою 1 на 1. Поэтому она вынуждена подчиниться и убирает руку с меча. Граус бьет ее по лицу и начинает говорить о том, что она должна продолжать бороться ради всех людей, которых их группа спасет в будущем. Он говорит ей, что она должна продолжать бороться до самой смерти в бою. В тот же день священная группа собирается покинуть город, и Лена смирилась с тем, что ей придется служить Граусу. Однако, когда они собираются уходить, их путь внезапно преграждает Свет. Грач требует объяснить, почему Свет преграждает ему путь, на что Свет смело заявляет, что он здесь, чтобы забрать своего друга. Он поворачивается к Лене и говорит, что они с Айслой собирались пойти поохотиться на монстров и были бы рады, если бы она присоединилась к ним. В конце концов, они пообещали друг другу, что будут вместе искать приключений. И он намерен сдержать это обещание. Лена вспоминает об этом обещании и хотела бы пойти со Светом, но у нее не хватает смелости противостоять Грачу. Она просит Свет оставить ее в покое, пока он не пострадал. Лена отвергла предложение Света, и Грач пытается заставить его уйти. Но Свет не сдается. Вместо этого он заявляет, что хочет сразиться с Грачом за свободу Лены. Грач сначала отказывается от дуэли, потому что у него нет причин драться с каким-то незнакомцем. Но Свет насмехается над ним, спрашивая, не боится ли он проиграть незнакомцу. Грач не мог стерпеть такое публичное неуважение, поэтому он соглашается на дуэль со Светом и собирается проучить его. Грач, однако, ставит условия. Если Свет проиграет, его навсегда исключат из гильдии искателей приключений и больше никогда не позволят ему ступить в город. Свет без колебаний соглашается на условия, но Лена умоляет его передумать, опасаясь, что у него нет шансов победить Грача в бою на мечах. Грач достает свой меч, готовый нанести удар, но прежде чем он успевает сделать это, Айсла сканирует его и предупреждает Свет о его навыке «Божья скорость». Эта способность позволяет Грачу почти мгновенно сократить дистанцию с противником. Поэтому Свет должен быть начеку. Свет тоже достает свой меч. Но чтобы все было честно, он заявляет, что владеет навыками мастера по метанию ножей и бога мечей. Однако Граус ему не верит, потому что невозможно обладать двумя навыками одновременно. Граус мгновенно сокращает дистанцию и нападает. Лайт едва успевает заметить атаку, но ему удается ее блокировать. Граус наносит Лайцу несколько ударов, вынуждая его защищаться, потому что он не успевает отражать все атаки Грауса. Лайцу удается немного отдалиться от него, но это ненадолго. Граус мгновенно появляется позади него и бьет его коленом в бок. Где бы они ни находились на поле боя, пока Граус рядом, он может телепортироваться туда мгновенно. Для Лайта нет по-настоящему безопасного места. Признавая невероятную силу Грауса, Лайт все равно отказывается сдаваться и бросается в атаку. К сожалению, Граус уклоняется от удара, и Лайт теряет равновесие, а Граус разбивает его меч. Оружие Лайта уничтожено, и кажется, что исход битвы предрешен. Но сегодня Граус в хорошем настроении и говорит Лене, что пощадит Лайта, если она поклянется в вечной верности ему до конца своих дней. Лайт, однако, говорит Лене, что ей не о чем беспокоиться, потому что он найдет способ победить в этом поединке. Возможно, Лайт и проигрывал до сих пор, но Лена верит в него и надеется, что он сможет выиграть эту битву, несмотря ни на что. Граус, устав от такого неуважения, собирается убить Лайта следующей атакой. У Лайта все еще нет меча. Он оглядывается в поисках замены и решает взять метлу у одного из зрителей. Граус думает, что Лайт насмехается над ним. И он, в общем-то, не так уж и не прав. Лена могла бы запросто одолжить у него меч. Но, несмотря на это, Лайт уверен, что сможет победить Грауса одной лишь метлой. Он начинает представлять, что метла — это настоящий меч, и сосредотачивается на подготовке к атакам Грауса. До этого момента он проигрывал, потому что был сосредоточен на том, чтобы следить за движениями Грауса. Но благодаря навыку бог меча, который дал ему исключительную реакцию, на этот раз Лайт решает довериться своим инстинктам и атаковать, когда почувствует, что момент подходящий.
Благодаря новой стратегии Лайта, его тело реагирует мгновенно, как только Граус оказывается в пределах досягаемости. Он бьет Грауса метлой по лицу так сильно, что тот отлетает к кирпичной стене. Граус без сознания. Таким образом, Лайт официально победил в их поединке. Чтобы все было ясно, Лайт поворачивается к остальным членам Священного и говорит, что если они снова придут за Леной, то им придется иметь дело с ним. Затем он поворачивается к Лене и говорит, что она наконец-то свободна. Он снова приглашает ее присоединиться к его группе, и Лена с радостью соглашается. Прошла неделя с тех пор, как Лайт дрался с Граусом, и с тех пор мало что изменилось. Он все еще занимается своими орехами, но теперь рядом с ним Лена, и это делает его намного счастливее. Лена приготовила обед для всех. И пока они едят, она спрашивает Лайта о травмах, которые он получил во время боя с Граусом. Лайт уверяет ее, что сейчас он чувствует себя прекрасно и готов наконец-то отправиться с Леной на задание. Обычно это было бы его мечтой, но есть еще одна нерешенная проблема. Время от времени к Лене приходит посланник от Святой Сестры. Всю прошлую неделю эта пара пыталась уговорить Лену встретиться со Святой Сестрой и обсудить ее решение покинуть святилище. Но Лена говорит, что им не о чем говорить, потому что нет ничего, что могло бы заставить ее передумать. К сожалению, из-за того, что они вызвали гнев Святой Сестры, теперь на них началась охота. В результате, когда они приходят в гильдию, чтобы выбрать задание, им предлагают только самые худшие задания, например, убивать крыс в канализации. За такие задания платят немного, поэтому им будет сложно сводить концы с концами. Но Лену это не беспокоит, потому что ей нравится помогать людям. Она получает удовольствие от таких заданий, как восстановление разрушенных домов, очистка канализации или поиск пропавшей кошки. К концу дня они заработали всего 100 монет, этого едва хватит на 3 пиццы. Но Лена все равно чувствует себя намного счастливее, потому что она действительно помогает людям. А Лайт веселится больше, чем когда-либо. Тем временем в соборе Святой Сестры она сообщает своей помощнице, что скоро поручит новой группе Лены настоящее задание. Но это задание ранга S, одно из самых сложных. Неизвестно, надеется ли она втайне, что Лайт не справится. На следующий день Лайт и его группа отправляются в долину Монти, чтобы выполнить свое последнее задание. Но туман такой густой, что Лайт с трудом понимает, в каком направлении они идут. Он поворачивается к Лене, чтобы узнать, правильно ли они идут, и она успокаивает его, сверяясь с картой и говоря, что они уже почти у особняка. И тут лошадь Лайта внезапно встает на дыбы, чуть не сбросив его. Когда они подошли к особняку, стало ясно, что лошадь не сможет спуститься вниз. За 3 часа до этого, когда Лайт и его группа направлялись в гильдию, чтобы выбрать задание, секретарь уже ждала их с особым поручением. Она обрадовалась, увидев команду Лены, и попросила их взяться за это задание, подчеркнув, что его нужно выполнить как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность всех. Однако информации о ситуации было мало, и она призналась, что понятия не имеет, что могло вызвать это. Проблемы начались, когда группа искателей приключений, направлявшаяся в долину Северного Монти, пропала во время выполнения задания. И каждый раз, когда они отправляли других искателей приключений на разведку, те тоже таинственным образом исчезали. Что еще более тревожно, так это то, что в этой долине пропали искатели приключений рангов А и Б. Это значит, что за этими исчезновениями стоит что-то очень мощное. Секретарь дает группе список пропавших искателей приключений, и, к удивлению Лены, она узнает их. Это были те самые люди, которые научили ее всему, что она знает об искателях приключений, когда она только начинала. Это заставляет ее беспокоиться об их благополучии. Единственная зацепка, которая у них есть, это то, что все пропавшие искатели приключений в последний раз были замечены в гостях у жителей бывшего графа Монтес. Граф Монтес был легендарным искателем приключений, который сколотил огромное состояние, прежде чем уйти на покой. Хотя неизвестно, какими способностями обладал граф, он умер более 30 лет назад, оставив свой особняк разрушаться. В любом случае, задача команды Лены — найти пропавших искателей приключений и выяснить причину всех исчезновений. Лена не хочет соглашаться на эту работу, потому что даже авантюристы ранга А и Б бесследно исчезли. Но с другой стороны, Лайт кажется очень воодушевлен, потому что всегда хотел побывать в долине Монти. К тому же за эту работу они получат приличное вознаграждение. Так что даже Айла согласна, ведь это значит, что она сможет есть больше пиццы. Администратор только сейчас замечает, что Айла здесь. Она спрашивает Лайта, действительно ли он хочет взять ее с собой в поход. Лайт говорит, что Айла очень надежный оценщик, поэтому ей важно сопровождать его в походах.
Но это заявление вызывает еще больше вопросов, ведь у такой маленькой девочки, как Айла, еще не должно быть навыков. Лайт объясняет, что она случайно съела плод с навыком, но ничего страшного не произошло. Так что все в порядке. После этого группа отправляется в долину Монти. А теперь вернемся в настоящее. Группа осторожно пробирается вдоль склона горы, внизу которой крутой обрыв. Лайт напоминает Айле, чтобы она была осторожна, когда они приближаются к огромному особняку. Лайт не может поверить, что кто-то может накопить достаточно денег, занимаясь только приключениями, чтобы позволить себе такое место. Но Лена не считает это удивительным. Она всего несколько месяцев в роли авантюриста, а уже накопила достаточно, чтобы купить дом. Раньше Лайт тоже об этом думал, но теперь он еще больше вдохновлен построить такой же большой дом, где он сможет выращивать фрукты и тренироваться в свое удовольствие. Айло тоже воодушевляется и говорит, что хочет построить себе домик из конфет. К сожалению, из-за своего энтузиазма она не может трезво оценить ситуацию и начинает прыгать от радости прямо на краю обрыва. Как только она приземляется, край обрыва обрушивается у нее под ногами, и она падает навстречу своей гибели. Но благодаря быстрой реакции Лайт успевает схватить ее за руку, но теряет равновесие и падает вместе с ней. Лена пытается вытащить их обоих, но тоже падает, и вся группа оказывается в опасности. Пока они падают, Лайт понимает, что нужно действовать быстро, чтобы избежать падения. Он быстро достает меч и рассекает воздух, создавая достаточно сильный поток ветра, чтобы замедлить их падение. Благодаря этому маневру они все приземляются целыми и невредимыми. Но то, что они выжили, не значит, что они в безопасности. Лена и Айла понимают, что их окружили. Лайт, кажется, не слишком обеспокоен, потому что уверен, что справится с любыми монстрами. Он бросается вперед и разрубает одного из монстров пополам. Лайт был прав, что монстров легко победить, но Лена и Айла понимают, что это необычные монстры. Теперь, когда они об этом заговорили, Лайт на мгновение останавливается, чтобы как следует рассмотреть монстров, и к своему ужасу понимает, что это искатели приключений. Айла использует навык оценки на искателях приключений и сообщает группе, что они все превратились в нежить после укуса. Она также отмечает, что эти искатели приключений нежить сохранили свои навыки, которые у них были при жизни. Поэтому она предупреждает Лену и Лайта, чтобы они были предельно осторожны, сражаясь с ними. Тем временем Лайт сталкивается с серьезной моральной дилеммой, потому что не может смириться с тем, что монстр, которого он так хотел убить, был когда-то человеком таким же, как он. Он настолько отвлекается, что чуть не попадает под удар одного из мертвецов. Но прежде чем это случилось, Лена вступает в бой и разрубает его пополам. Она понимает, почему Лайт колеблется, но в то же время они, как искатели приключений, должны упокоить своих бывших товарищей. Лайт понимает, что она говорит. Он соглашается сражаться. Но сейчас им нужно отступить в особняк, потому что там могут быть выжившие. К сожалению, когда они открывают входную дверь, то видят, что внутри их ждут еще больше мертвецов-искателей приключений. Лена сразу же берет инициативу на себя и прорубает путь, точно поражая нескольких мертвецов. Лайт впечатлен глубокими познаниями Лены в монстрах. Она адаптирует свою стратегию атаки в зависимости от противника. Она знает, что мертвецов, которые все еще похожи на людей, можно победить, пронзив сердце, а скелетов отрубив позвоночник. Такие точные атаки требуют невероятного мастерства. И хотя Лайт технически сильнее Лены как воин, она превосходит его в боевых навыках. Но то, что он не так искусен, не значит, что он будет стоять в стороне и позволит ей справиться совсем в одиночку. Решив помочь, Лайт достает меч и бросается на мертвецов. Лайт тоже начинает рубить монстров-мертвецов. Но, сражаясь с ними, он совершенно забывает, что Айла не умеет драться. Когда он отходит, она становится уязвимой для атаки. Мертвец подкрадывается к ней сзади и уже готов нанести удар, но Лена бросается вперед и пронзает его насквозь, убивая одним ударом. Как только мертвец рассыпается, Лена спрашивает Айслу, все ли с ней в порядке, и Айсла начинает хвалить ее за то, что она такая крутая. Лена очень польщена. Но она не может позволить себе расслабиться и стать слишком самоуверенной. Эта маленькая оплошность могла стоить Айсле жизни. Поэтому он клянется, что с этого момента будет сражаться с ясной головой и больше не будет колебаться, чтобы они все смогли выбраться отсюда живыми. Уничтожив всех мертвецов на этом этаже, Лена предлагает подняться на второй этаж. Но прежде чем они пойдут дальше, Лайт упоминает кое-что, что его беспокоит. Их отправили на это задание, потому что здесь пропали 18 искателей приключений. Но даже если эти искатели превратились в мертвецов,
Они с Леной уже победили гораздо больше, чем 18 мертвецов. Единственное возможное объяснение — в этом особняке уже было много монстров-мертвецов. Но это тоже нелогично, потому что мертвецам здесь неоткуда взяться. Когда они поднимаются по лестнице, Лайт замечает портрет графа Монти. И в нем есть что-то тревожное. Но еще больше его беспокоит то, что где-то в замке танцует девушка. И она с нетерпением ждет, как бы ей убить Лайта. Когда они втроем бегут по коридору, на них внезапно нападает мертвец. Но прежде чем он успевает заразить кого-то, Лайт успевает отрубить ему голову. Они справились с первым. Но там, откуда они пришли, их гораздо больше. Значит, Лайт и Лене предстоит много работы. Похоже, что нежить на этом этаже действует по какой-то стратегии. Об этом свидетельствует засада, которую они устроили. Лайт просит Айслу просканировать их и посмотреть, сможет ли она найти какую-нибудь полезную информацию. Следуя его указаниям, Айсла обнаруживает, что нежить была приручена и управляется кем-то, кто отдает ей приказы. В этот момент Лайт замечает несколько нитей, которые тянутся к нежити, и, просканировав их, Айсла понимает, что эти нити передают им магическую силу. Это значит, что тот, кто управляет ими, находится на другом конце этих нитей. Пройдя немного дальше, они находят дверь, к которой сходятся все нити. Лайт говорит всем приготовиться, потому что они не знают, с какой опасностью могут столкнуться, когда войдут внутрь. Но когда он открывает дверь, то видит только пустой бальный зал. Внезапно появляется девушка, которая все это устроила. Сначала Лайт обрадовался, что наконец-то увидел живого человека, но потом понял, что она не очень дружелюбна. Айсла оценивает ее навыки и узнает, что у Дрейны есть навык некромантии. Это значит, что она может управлять мертвецами и даже использовать их уникальные навыки как свои собственные. То, что ее навыки так легко оценили, сильно разозлило Дрейну, и она решила убить Айслу просто из вредности. Прежде чем она успевает что-то сделать, вмешивается Лайт и спрашивает, не послала ли ее сюда гильдия с каким-то заданием. Если это так, то им нет смысла сражаться. Но девушка все отрицает и говорит, что пришла сюда только для того, чтобы убить Лайт. Лайт не понимает, зачем она пришла именно сюда, чтобы убить его, ведь они никогда раньше не встречались. Но у Дракены нет к нему личной неприязни или чего-то подобного. Ей просто дали приказ убить его. Вот что она собирается сделать. Лайт спрашивает, кто отдал ей приказ, и это могла быть некая святая сестра, но Дракена ничего не подтверждает. В любом случае, если целью Дракяны всегда было убить Лайт, она, должно быть, пришла сюда и убила всех этих искателей приключений, чтобы выманить его. Лена также удивляется, что никогда не слышала о таком мощном навыке, как некромантия. Но у нее нет времени думать об этом, потому что Дракена начинает атаку. Если Лайт и Лена будут действовать сообща, справиться с нежитью будет несложно. Но Дракена не заинтересована в Лене. Вместо этого она уводит Лену от Лайта и заставляет ее сражаться с нежитью, которая выглядит как ее наставники Борг и Шира. Лена в ужасе, узнав, что они действительно погибли здесь. На мгновение она замирает от горя. Но Айсла кричит, чтобы предупредить ее, что эти двое намного опаснее остальных. Они все еще полностью контролируют свои навыки. Борг может отрастить когти, чтобы увеличить скорость и силу атаки. А Шира может создать свое зеркальное отражение, чтобы атаковать несколько раз. Лена с трудом справляется с мощными навыками нежити, но благодаря своевременным предупреждениям Айслы ей удается защититься. Тем временем Дрейна все больше злится из-за того, что Айла оказывает поддержку и решает избавиться от нее. Она посылает нежить напасть на Айлу, но на этот раз Лайт готов. Он успевает спасти Айлу, прежде чем ей причиняют вред, и обещает защищать ее, несмотря ни на что. Однако сражаться, обеспечивая безопасность Айлы, оказывается непростой задачей. Дракена продолжает посылать нежить за Лайтом. И как только он отвлекается, она пользуется моментом и нападает на Айлу. Лайт едва успевает отбиваться от непрекращающихся атак. Тем временем Лена все еще пытается смириться с тем, что ей придется убить своих наставников. Когда ее впервые привезли в священный город, эти двое были первыми, кто проявил к ней доброту, и она многим им обязана. Но теперь она вынуждена сражаться с ними за свою жизнь. Как бы ей ни было тяжело, она знает, что должна убить их, чтобы помочь Лайту и Айле, поэтому она перерезает нити над ними, чтобы Дракена не могла ими управлять, и готовится убить их мечом. В этот момент она видит души наставников, и они говорят ей, что она не должна чувствовать вину за то, что убила их, потому что это правильно. С тяжелым сердцем Лена поднимает меч и рассекает наставников пополам. Тем временем Лайт продолжает сражаться, чтобы защитить себя и Айлу, но нежить кажется бесконечно, сколько бы он ее ни убивал.
Внезапно он понимает, что что-то не сходится. У Дракяны не может быть бесконечного запаса нежити. Чтобы выяснить это, он просит Айслу определить, обладает ли Дрина способностью создавать нежить. По оценке Айслы, у Дрейны нет такой силы, и она может управлять только уже существующей нежитью. Узнав это, Лайт просит Айслу более внимательно изучить ситуацию. Он уверен, что за бесконечной армией нежити скрывается какая-то тайна. Дракена удивлена, что Лайт догадался, что она что-то скрывает. Но она не собирается раскрывать ему свой секрет. Она тут же решает избавиться от Айслы. Лайт, однако, не позволяет ей этого сделать и быстро уничтожает нападающих на нее зомби. Понимая, что Дрина теперь нацелилась на Айслу, он знает, что не может оставить ее ни на секунду. Быстро сообразив, он сажает Айслу себе на спину, чтобы сражаться в полную силу и защитить ее. Пока Айсла держится за его спину, Лайт спрашивает, может ли она выяснить причину бесконечного появления нежити. Но из-за того, что зомби постоянно перемещаются, ей трудно сосредоточиться на чем-то конкретном. Чтобы Айсла могла лучше видеть ситуацию, Лайт подпрыгивает и хватается за люстру. С этой точки обзора Айсла начинает искать среди зомби признаки необычной активности. Рука Лайта тем временем начинает болеть, и он просит Айслу поторопиться. Вскоре Айсла находит источник армии нежити и сообщает Лайту, что один из зомби сзади обладает способностью призывать. И это не просто обычный зомби, это сам граф Монти. Дракена не очень довольна тем, что они так близко подобрались к ее тайне, и пытается их убить. Пока свет все еще висит под потолком, она призывает жнеца душ, чтобы тот разобрался с ними. Просканировав его, Айла предупреждает Свет, что даже одно прикосновение косы превратит его в нежить, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не попасть под удар. Чтобы увернуться от атаки, Свет вынужден спрыгнуть вниз. Теперь они наконец-то поняли, почему в округе было так много зомби, жнец душ превращал искателей приключений в нежить. Дрейна хвалит их за то, что они все поняли, но уточняет, что жнец душ изначально принадлежал графу Монти. Есть в этом ирония, великий герой пал жертвой своего же жнеца душ. После этого все искатели приключений, которые приходили в особняк, тоже превращались в нежить. Хотя это объясняет, как все произошло, Свет все еще не понимает, зачем графу Монти понадобилось призывать такое существо, как жнец душ. То, что Свет не может понять, почему это произошло, бесит Дрейну, и она называет его наивным ребенком. Когда он спрашивает, что она имеет в виду, Дрейна задает встречный вопрос, знает ли он что-нибудь о запретных навыках. Это способности, которые вызывают такое отвращение, что даже обладание одной из них вызывает презрение общества, и навык призыва графа Монти был одним из них. Сначала люди восхищались им как героем с необычными способностями, но его навык оказался слишком мощным. Это вызвало страх у общественности и правительства. Они забеспокоились, что он может стать злодеем, поэтому изолировали его и даже ложно обвинили в измене. По иронии судьбы, именно это и привело его к злодейству. Правительство постоянно посылало за ним убийц. И вот однажды он решил, что если он умрет, то и они умрут, и призвал свое тайное сокровище. Лайт понятия не имел, что гильдия может пойти на такое, как послать убийц за Монти. Но хватит болтать, потому что Дрейна хочет продолжить бой. Это место было для нее настоящей мечтой, потому что она нигде больше не могла найти столько нежити. И если она использует свой навык некромантии, чтобы управлять призывателем, то может призывать столько мертвых, сколько захочет. Лайт готовится к бою с Дрейной, но пока он готовится, в его голове всплывают ее слова о том, что люди боятся могущественного навыка графа Монти. Он понимает, что с ним может произойти то же самое. Учитывая, что его навык фруктового мастера может позволить ему получить неограниченное количество способностей, если он захочет. Если другие узнают об этом, они, несомненно, начнут относиться к нему как к злодею. Мысль об этом угнетает его, но у него нет времени на раздумья. Сейчас главное защитить Айлу и продолжить бой. Поэтому, наблюдая за нежитью Дрейны, Лайт кое-что заметил. Похоже, Дрейна использует свою некромантию, чтобы назначать цели и способы атаки нежити. Айла подтверждает это, потому что нежить под контролем Дрейны может использовать только одни и те же атаки, пока ей не дадут новые указания. Лайт придумывает план, как этим воспользоваться, и когда Дрейтон призывает нежить, он готовится к контратаке. Но это была всего лишь уловка. Он отменяет атаку в середине анимации и подпрыгивает в воздух, чтобы Лена смогла атаковать.
Дрейна застигнута врасплох неожиданным поворотом событий и пытается перенаправить жнеца душ на Лену. Но она не успевает отдать приказ, и Лена уже расправляется с нежитью одним ударом. Жнец душ больше не представляет угрозы, и теперь задача Лены и Лайта — разобраться с графом Мантесом, чтобы Дрейна не смогла призвать еще больше нежити. Дрейна в отчаянии, ведь она вот-вот проиграет. Но перед тем, как тело Мантеса исчезает, она использует свой навык, чтобы заставить его призвать сильнейшего монстра. Это не сулит ничего хорошего, и Лена с Лайтом готовятся к встрече с ним. К их ужасу появляется злой дракон. Дракена радуется, что заклинание призыва сработало. Но она не понимает, что дракон не относится к нежити, поэтому не может его контролировать и ее отбрасывает хвостом. Лена не верит своим глазам, когда видит перед собой злого дракона. Это настолько могущественное существо, что даже группы С-ранга избегают охоты на него. Лайт, однако, уверен, что они смогут победить его, если объединят усилия. Айла тут же отвергает этот план, указывая, что дракон неуязвим для рубящих атак. Но Лайт, несмотря на предупреждение обладателя навыка оценки, убежден, что его навык бога меча поможет ему. Он без колебаний взмывает в воздух и пытается ударить дракона мечом. Но его меч разбивается, и дракон чуть не опаляет его огнем. Когда Лайт приземляется, Айла кричит на него за то, что он ее не послушал. Вариантов осталось немного, и как только они повернутся спиной к дракону, он тут же нападет. Лена начинает думать о том, чтобы пожертвовать собой, чтобы Лайт и Айла смогли выбраться отсюда живыми. Но, к счастью, у Айлы есть план получше. Она достает плод с навыком и говорит Лайту съесть его. Хотя нет гарантии, что плод с навыком поможет, это их лучший вариант. Тем временем, несмотря на то, что дракон серьезно ранил Дрейну, она довольна тем, как все обернулось, и уверена, что Лайт не сможет выжить в схватке с таким чудовищем. Вскоре она теряет сознание, и появляется мужчина, который забирает ее тело и телепортируется прочь, возвращаясь к Лайту и остальным. Лена спрашивает Айлу, зачем она взяла плод с навыком, и Айла отвечает, что подумала, что он может пригодиться. Учитывая опасность, исходящую от злобного дракона, их единственный шанс на победу — это если Лайт получит новый навык. Лена шокирована тем, что Лайт всерьез рассматривает возможность съесть еще один плод с навыком. Но он уверяет ее, что все в порядке, потому что он невосприимчив к яду. Несмотря на это, Лена утверждает, что это все равно риск, потому что они не знают, какой навык он получит. Все, что они знают, это то, что это может быть навык, который помешает его навыку бога меча. Но даже если так, они ничего не смогут сделать, если хотят выжить. Лайт откусывает кусочек плода с навыком, и его тело начинает гореть, когда он получает новый навык и падает на пол. Дракон нападает, и Лена вынуждена защищать Лайта, пока он не встанет на ноги. В конце концов, побочные эффекты от плода с навыком проходят. Лайт просит Айслу оценить его. Она сообщает ему, что его новый навык называется «устойчивость к насекомым». Лайт разочарованно спрашивает, можно ли с помощью этого навыка победить злого дракона. Но устойчивость к насекомым работает только против настоящих насекомых. Лена продолжает изо всех сил сражаться с драконом. Но становится ясно, что долго она не продержится. Лайт поворачивается к Айсле и просит ее дать ему 2 фрукта с навыками. Айсла колеблется, предупреждая, что употребление 2 фруктов одновременно может непредсказуемо повлиять на его организм. Но Лайт настаивает, что это риск, на который он должен пойти, чтобы повысить свои шансы получить полезный навык. Он съедает оба фрукта, но к его разочарованию первый навык, который он получает, называется «Заклинатель кошек», и он действует только на кошек. Второй навык — укрепление оружия, но сейчас он бесполезен, потому что его меч уже сломан. Кроме того, употребление 2 фруктов с навыками одновременно плохо сказывается на его организме. Если он не получит хороший навык при следующей попытке, то больше не сможет двигаться. Лена уже начинает уставать, и когда она снова атакует дракона, ее меч ломается, и дракон отбрасывает ее к стене. Она почти сдается. Увидев, что Лена в беде, Лайт снова откусывает кусочек фрукта с навыком, надеясь, что на этот раз получит что-то полезное. К счастью, навык, который он получает, кажется многообещающим. Когда дракон приближается к Лене, Лайт бросает камень ему в морду, чтобы отвлечь его внимание. Теперь, когда дракон сосредоточился на нем, Лайт готовится к бою, используя свой недавно приобретенный навык. Лена с любопытством спрашивает Айслу, какой навык только что получил Лайт, и Айсла объясняет, что это называется «сонная фея». Этот навык позволяет Лайте вызывать симпатичную фею, и все, кто вдохнет пыльцу феи, заснут. Лайт призывает сонную фею и направляет ее на дракона.
Пыльца действует, но дракон изо всех сил старается не заснуть. На таком расстоянии доза пыльцы феи недостаточно сильна, чтобы заставить дракона уснуть. По словам Айслы, фея Лайти может летать только на расстоянии 3 метров от него, поэтому ему нужно подобраться поближе к дракону. Он придумывает план и поднимает свой сломанный меч, чтобы активировать навык Бог Меча. Лайт бросает меч в потолок, и тот пробивает крышу. Когда обломки падают на землю, Лайт использует их как ступеньки, чтобы добраться до морды дракона. Добравшись до цели, он снова пускает в ход пыльцу феи, и на этот раз дракон теряет сознание. Дракон обездвижен и не может атаковать, поэтому Лайт торопит их, чтобы они поскорее ушли. Здание вот-вот рухнет, и они успевают выбраться наружу за мгновение до того, как особняк рушится. Теперь, когда они в безопасности, Лена спрашивает Лайти, все ли с ним в порядке после того, как он съел столько фруктов с навыками. Лайт говорит, что с ним все хорошо и не хочет, чтобы Лена волновалась. Но он явно запыхался. Что-то явно не так. Они возвращаются в город на лошадях, и Лайт с трудом держится в сознании. К тому времени, как они наконец добрались до городских ворот, Лайт потерял сознание и рухнул на землю. Тем временем человек в плаще вернулся к святой сестре и собрался уходить. Перед тем, как он ушел, святая сестра остановила его и спросила, что он думает о Лайте, понаблюдав за ним. Мужчина ответил, что Лайт оказался гораздо сильнее, чем он ожидал, особенно учитывая, что он смог победить дракона. Однако мужчина заверил ее, что не считает Лайта серьезной угрозой для ее планов. Святая сестра не ожидала, что Лайт окажется таким сильным, ведь его сила сравнима с силой априори. В нем явно есть что-то особенное, но, что бы это ни было, у нее уже есть планы на него. После утомительной экспедиции Айла наконец-то нашла время, чтобы заняться садом, а Лена приняла долгожданный душ. Позже они вместе приготовили обед, и Лена на мгновение забыла полить растения. Но Айла напомнила ей, что она уже это сделала. Лена с гордостью заметила, что ее подруга прекрасно справляется без Лайта, и добавила, что он бы тоже гордился ею. Когда в небе появился образ любимого мастера фруктов, внезапно появился Лайт, доказав, что он все-таки не погиб. Не раздумывая, девочки уложили его обратно в постель, где ему все еще нужно было отдохнуть, несмотря на то, что он проспал уже 2 дня. Укладывая его, Лена поняла, что у него спала температура, но это не значит, что они могли ослабить бдительность. Поэтому она принесла ему обед, в который входили грудка дудо, овощной суп и лимонад с медом. В связи с этим она упомянула, что гильдия искателей приключений прислала им письмо с требованием предоставить больше информации о появлении злого дракона. Лайт хотел пойти с ними, но Айла настояла, что ему нужно отдохнуть. Когда они пришли в гильдию, Лене сказали, что их проводят в конференц-зал через 2 часа. Несмотря на то, что их вызвали, она была недовольна долгим ожиданием. Она высказала свое возмущение, но администратор объяснил, что чиновники заняты. Кроме того, она сказала, что Айлу не пустят в конференц-зал, потому что она еще не зарегистрировалась как искательница приключений. Лена тут же попросила зарегистрировать Айлу прямо на месте, и администратор дал ей бланк для заполнения. Тем временем искатели приключений, стоявшие рядом, осуждающе смотрели на Айлу, считая ее ребенком, который только что пришел в гильдию. Она задумалась, действительно ли ей здесь место, ведь у нее не было никакого снаряжения, в отличие от остальных. Лена сказала, что у Айлы впечатляющие навыки, но она понимала, что для детей важнее выглядеть круто, чем обладать практическими навыками. Поэтому она предложила пойти по магазинам, раз уж у них все равно было свободное время. Айла засомневалась, сказав, что у нее нет на это денег. Но Лена успокоила ее, сказав, что она для нее как младшая сестра, и предложила купить снаряжение сама. Лайт тем временем сидел дома и умирал от скуки. Девочки купили по дороге мороженое, и Айла была рада, что они вместе идут по магазинам. Увидев на улице столько магазинов, Айла была поражена и побежала посмотреть на один из них, который назывался магазин «Ультралюкс». Честно говоря, Лена подумала, что там продают только подделки. Но Айле было все равно, и она побежала внутрь. Пока они рассматривали товары, Лена настояла, чтобы они зашли в менее подозрительный магазин. Но Айла, используя свой навык оценки выставленных товаров, определила, что это не обработанный алмаз. Однако продавец не согласился с ее утверждением, сказав, что это не может быть необработанный алмаз, потому что никто не стал бы его покупать. Но прежде чем он успел закончить свой аргумент, вмешалась Лена, предложив несколько золотых монет и тут же купив украшения.
На улице она сделала для подруги ожерелье, использовав алмаз как подвеску. После этого они пошли в магазин одежды «Радужное платье», где продавец предложил им примерить свои последние работы. Лена дала понять, что ищет одежду только для Айлы, но в итоге ее затащили в примерочную и практически заставили примерить предложенные наряды. Вскоре она вышла в самых элегантных и экзотических платьях, некоторые из которых были немного не по возрасту. Устав от бесконечных примерок, Лена опустилась на колени и крикнула, что пришла купить что-нибудь для Айлы. Наконец, поняв, что имела в виду покупательница, владелец магазина предложил Айле наряд с кошачьими ушками. Айла призналась, что искала что-то другое. Тогда Лена посоветовала подруге говорить громко и четко, что ей нужно, чтобы она чувствовала себя увереннее. В конце концов, девочка была важной частью их группы и должна была вести себя соответственно. Чувствуя себя увереннее, Айла сказала продавцу, что хочет быть похожей на Лену и носить стильную одежду, в которой она будет выглядеть как настоящая искательница приключений. Позже они вернулись в гильдию, и их позвали в конференц-зал. На этот раз Айла была одета в свой новый наряд и чувствовала себя гораздо лучше. Тем временем Лайт отжимался, чтобы не заскучать. Фея отвесила ему подзатыльник и велела вернуться в постель. Лайт объяснил, что он уже 2 дня только и делает, что спит. Фея не слушала его и потащила обратно в постель. Он подумал, что сейчас его друзья, наверное, получают похвалу за победу над злым драконом, а ему приходится слушать лекции от 3-сантиметровой феи. Но молодой человек не сдавался и решил пойти в гильдию. Лена и Айла вернулись в конференц-зал, и администраторы подчеркнули, насколько важно участие Лены. Лена, желая помочь, выразила готовность сотрудничать. Но в то же время она решила, что не собирается просто отдать всю информацию и уйти. Особенно потому, что она приняла приглашение раскрыть тайну Дратны, ведь кто-то послал ее убить Лену и ее друзей. Кроме того, только в гильдии искателей приключений знали, что группа направляется в особняк графа Монте, а значит, начальство могло быть замешано. Поэтому стоило упомянуть слова Дратна и Черный Лебедь, чтобы посмотреть на реакцию этих людей. Вскоре Лена и Айла пришли в конференц-зал, где уже собрались представители 4 бюро в ожидании Лены. Услышав, как один из присутствующих упомянул этих людей, Айла с любопытством спросила, что представляют собой эти 4 бюро. Администратор пояснил, что 4 бюро — это основные отделы гильдии. Например, гильдия, как сердце священного города, включает в себя бюро инспекции, финансов, безопасности и расследований. И руководители каждого отдела присутствовали на этой встрече. Другими словами, самые влиятельные фигуры в организации находились прямо здесь, в зале. Цветочек, глава отдела расследований, отвечает за изучение экологии и плотности монстров. Тигровая борода, глава отдела безопасности, отвечает за поддержание общественного порядка. Могильщик, главный финансовый директор, отвечает за распределение наград и все денежные вопросы. Последний человек в списке – это тот, кто отвечает за поддержание порядка во всей гильдии, главный инспектор, известная как Святая Сестра. Сестра подчеркивает, что Лена отлично справилась со своей работой в старом особняке графа Монти и рада, что с искательницей приключений все в порядке. Честно говоря, Айла предпочла бы больше не видеть эту женщину. Но ей интересно, как она отреагирует. Айла спрашивает администратора о Святой Сестре, и тот объясняет, что она руководит отделом инспекции и стоит выше других отделов, что делает ее самой влиятельной фигурой в гильдии. Айле любопытно, какими способностями может обладать человек с таким высоким статусом. Но ответ только сбивает ее с толку. В это время сестра спрашивает Лену о злом драконе, но Лена хотела бы сначала кое-что узнать. В особняке, который они должны были исследовать, на них напала женщина, представившаяся как Дропяна из «Черного лебедя». И Лена хочет знать, знает ли кто-нибудь из присутствующих что-нибудь об этой женщине. Святая Сестра выражает сожаление, что ничего не знает о ситуации. Тигровая борода, напротив, хочет встретиться с людьми, способными призвать такого дракона. У Цветка были планы подробнее изучить этот вопрос в Великой библиотеке. Тем временем могильщик напоминает всем, что для доступа к личным записям требуется их разрешение. Тем не менее, сестра подчеркивает, что сейчас самое важное – выяснить, куда делся дракон. Необходимо срочно принять меры в связи с этим хаосом. Лена раздражена тем, что сестра уклонилась от ответа, а Святая Сестра приказывает Цветку доложить о своих успехах.
В ответ Цветок сообщает, что отправила разведчика, но в особняке графа Монти не было никаких следов дракона. Она добавляет, что если бы у них была часть тела дракона, они могли бы отследить его ману. Услышав это, Лена достает чешуйку существа, и все ошеломленно смотрят на нее. Однако, прежде чем отдать ее, Лена ставит условие, что ей должен быть предоставлен доступ ко всем записям, касающимся Дрейтны. 4 бюро соглашаются на условия Лены, хотя святая сестра предупреждает, что она может не найти ответы, которые ищет. Тем не менее, сделка заключена, и Цветок активирует свою способность глаз ученого, которая позволяет ей читать все, что написано на бумаге. Используя этот навык, следователь просматривает записи, которые запросила Лена, и выясняет, что 12 лет назад в озерной столице Афина девушка по имени Дракена Билбери получила плод навыка, который дал ей силу некромантии. В записях указано, что в тот день святая сестра была оценщиком. Узнав об этом, Лена обвиняет сестру во лжи, ведь та утверждала, что не знает Дракену. Святая сестра оправдывается, объясняя, что она наделяет способностями около 1000 человек в год, и поэтому невозможно запомнить кого-то одного из 12-летней давности. Услышав это, Лена понимает, что не может больше давить на женщину. Но, по крайней мере, у нее есть зацепка. Затем сестра собирается уходить и благодарит Лену за помощь, но ясно дает понять, что с сегодняшнего дня все записи о группе Лены будут удалены. Лена и Айла ошеломлены и сразу же спрашивают, почему. Глава объясняет, что лидер священной куропатки обвинил Лену в применении насилия и краже его снаряжения. Это откровение вызывает волну возмущения в конференц-зале, и все открыто критикуют поведение Лайта. Но в этот момент сам Лайт входит в комнату с самым беззаботным видом, ожидая заслуженных похвал. Однако, заметив напряженную атмосферу, он спрашивает, что происходит. Святая сестра объясняет, что записи их группы будут удалены за нарушение правил гильдии. Лайт небрежно отвечает, что ничего об этом не знает, аргументируя это тем, что зарегистрированы они или нет, они все равно составляют одну группу и будут продолжать в том же духе. Однако, не совсем убежденная, святая сестра начинает светиться, проецируя в своем сознании изображение космоса и, сосредоточившись на Лайте, внезапно удивляется какой-то неожиданной информации. Из-за этого она решает изменить свое мнение и дает их группе шанс искупить вину охотой на монстров. Если они справятся с заданием, то сохранят свои записи и получат щедрое вознаграждение. Лена спрашивает, что заставило святую сестру так быстро передумать, и та отвечает, что решимость Лайт тронула ее сердце, и она заподозрила, что он что-то задумал. Лена просит Лайт хорошенько подумать, но парень смотрит только на большую награду и сразу соглашается. В конце концов, даже если это окажется ловушкой, он не сможет войти в историю, не приняв этот вызов. После встречи сотрудник гильдии раздает брошюры с подробностями задания. Однако Лена по-прежнему уверена, что святая сестра что-то замышляет против них и подчеркивает, что нужно быть начеку и не расслабляться. В этот момент Айла говорит, что пыталась оценить способности сестры, но ничего не увидела, чего раньше никогда не случалось. Затем, заметив Лайт с мечом за спиной, могильщик подходит к нему и говорит, что в конференц-зале запрещено носить оружие, и что за нарушение этого правила он будет оштрафован на 1000 золотых монет. Лайт возражает, объясняя, что меч сломан, так что это даже не считается оружием. В ответ главный финансовый директор налагает штраф в размере 5000 золотых за сломанный меч гильдии. Кроме того, когда Лайт просматривает раздел с вариантами, он узнает, что ему больше нельзя брать мечи на прокат, так как он уже сломал один. Несмотря на это, молодой человек видит в этом возможность осуществить свою мечту о собственном мече. Администратор предлагает сделать меч на заказ, объясняя, что уникальное оружие, созданное с учетом особенностей владельца, гораздо эффективнее. Вдохновленный этим, Лайт решает сразу же заказать свой меч на заказ. Поскольку на изготовление оружия может уйти несколько дней, Лена предлагает воспользоваться этим временем и навестить Афину, чтобы узнать больше о Дракене. План был принят, и группа разошлась, попрощавшись. Через некоторое время Лайт зашел в магазин в торговом районе, где, как он слышал, была хорошая мастерская. Продавец сказал ему, что большинство мастерских в этом районе связаны с церковью, а значит, немногие согласятся помочь им. Но Лайт все равно попросил помощи, желая поскорее получить меч. В ответ продавец предложил ему попытать счастье в мастерской Балста на западной стороне.
Мастерская принадлежала опытному кузнецу, но у Балста были проблемы. Лайт обрадовался и попросил продавца написать ему рекомендательное письмо. Тем временем Лена сидела в карете, не снимая капюшона, чтобы не привлекать внимания, и думала, все ли в порядке у ее спутников. На западной стороне торгового района Лайт был в восторге от того, как там все устроено. Айла тоже была взволнована, представляя, как увидит меч, выкованный легендарным кузнецом. Внезапно между ними промелькнула девочка, убегавшая от группы мужчин. Она оказалась в тупике. Преследователи загнали ее в угол и напали. Но как раз вовремя появился Лайт, чтобы остановить их. Один из мужчин, рассерженный вмешательством, замахнулся булавой, чуть не ударив мальчика. Лайт велел испуганной девочке спрятаться за него. Хотя она выглядела обеспокоенной, он заверил ее, что бог-воин легко справится с этими тремя. После этих слов Лайт достает свой сломанный меч и бьет рукоятью первого противника в живот. Увидев, что его товарищ упал, его испуганные спутники быстро подняли его и унесли, положив конец битве. Благодарная за спасение девушка представилась Моникой и, узнав их имена, сразу же обняла Айлу как плюшевого мишку, потому что, по ее мнению, нет ничего милее маленькой девочки. В знак благодарности Моника пригласила их обоих на чай с блинами. Хотя Айла с удовольствием согласилась, Лайт решил пока отказаться от приглашения, так как они направлялись в мастерскую Балста. Моника удивилась и сказала, что мастерская принадлежит ей, но игривая улыбка на ее лице говорила о том, что это еще не все. Тем не менее, она предложила отвезти их туда и пошла впереди. Через некоторое время они добрались до места назначения. Лайт заметил, что в мастерской никого нет, и спросил, где остальные кузнецы. Моника объяснила, что она сама управляет мастерской и работает на всех печах. То есть они на самом деле находились в мастерской Моники. В знак благодарности за спасение Моника с радостью показала свое лучшее творение. Она достала очень удобную сковороду в форме блина. Кроме того, форма была съемной, что позволяло использовать ее для разных блюд. Она с гордостью представила это изобретение как сковороду Моники. За разумную цену в 2 золотые монеты этот невероятный набор может стать вашим. Но поскольку Моника считала себя щедрым человеком, она была готова отдать его за полцены. Что касается этого, то Лайт подумал, что сковорода слишком дорогая. К тому же, когда блин попадает в рот, он всегда имеет одинаковую форму. Расстроенная Моника призналась, что никто не захотел купить ее инновационный продукт. Кстати, она пыталась продать его тем парням, но они подумали, что это обман, и напали на нее. Моника упомянула, что больше занимается изготовлением инструментов для дома, а не оружия. Внимание Лайта привлекло лезвие мотыги, лежащее на прилавке, и он объяснил, что выращивает фрукты, а сбор урожая – довольно трудоемкий процесс. Почувствовав возможность, Моника попросила осмотреть руку искателя приключений и, внимательно рассмотрев ее, сразу же принялась за работу. Работая в кузнице с маритом или слитком, Моника привлекла внимание Айлы, которая была поражена ее мастерством. Эта техника позволяла пользователю придавать клинку желаемые свойства с каждым ударом молота. Затем Моника согнула нагретую часть, превратила ее в острое лезвие и добавила свою подпись в качестве последнего штриха. Моника быстро смастерила для фермера специальные садовые ножницы. Чтобы проверить их, она протянула Лайту бревно. Но он сомневался, что такими маленькими ножницами можно разрезать что-то настолько твердое. Однако, как только он сомкнул лезвие, бревно аккуратно раскололось пополам, и он был поражен невероятной эффективностью своего нового инструмента. Моника была рада, что Лайту понравилось ее творение, и уже собиралась назвать цену, но он внезапно прервал ее и попросил выковать для него меч. В конце концов, он пришел сюда, чтобы найти мастера, который сделает ему лучший меч. Но Моника, опустив голову, объяснила, что это невозможно, и не потому, что ее мастерская принадлежит святой сестре, а совсем по другой причине. По правде говоря, она просто больше не хотела делать мечи, потому что ненавидела это оружие. К сожалению, ей не удалось продать свои инструменты, но она мечтала доказать, что она хороший мастер, даже если не будет делать мечи. В этот момент Лайт вспомнил, что гид упоминал, что в этой мастерской делают оружие. Тогда Моника поняла, что мальчик искал мастерскую через дорогу, которая по совпадению тоже называлась Болст. В этой мастерской к мастеру подбежал кузнец и сказал, что пока готово только 20% заказов.
Босс ответил, что жалобы не ускорят работу. Так что все должны стараться изо всех сил. В это время Лайт и Ила вместе с Моникой зашли в мастерскую. Все кузнецы были недовольны присутствием Моники, и когда один из них подошел спросить, что она здесь делает, босс тут же нахмурился. Моника без колебаний попросила отца сделать меч для покупателя. Раздраженный отец проворчал, что она всегда избегает работы с покупателями и постоянно перекладывает ее на него, что быстро переросло в жаркий спор между ними. Моника, разозлившись, решила уйти, но перед этим Лайт спросил, правда ли, что его меч нельзя сделать. Мужчина объяснил, что он занят огромным заказом на следующий семестр, так что это невозможно. Когда Лайт вышел из магазина, он не мог отделаться от мысли, что было бы здорово, если бы Моника сделала его оружие. Но он понятия не имел, как ее уговорить. В этот момент один из кузнецов окликнул его по имени и представился как человек, работающий на отца Моники. Злодей. Лайт был озадачен тем, что этот парень знает его имя, и кузнец объяснил, что видел его во время дуэли с Гроузом. Разница в силе между ними была настолько очевидна, что Кейн запомнил Лайта и даже стал его фанатом, осознав важность его победы. Когда разговор зашел об этом, Лайт почесал затылок и признался, что из-за этой битвы у него возникли серьезные проблемы со святой сестрой, и теперь все, кто был на ее стороне, держатся от него подальше. Тогда парень понял, почему Лайт пришел в Болст, ведь они были единственными, кто не поддерживал святую сестру. Кстати, Лайт спросил, почему у отца и дочери разные мастерские. Кейн рассказал, что раньше Моника тоже работала в мастерской Ила. 3 года назад, когда она получила способность суперкузнеца, они быстро прославились на весь святой город. Но полгода назад на окраине города напали на карету с товарами, и во время нападения погибла мать Эвила. В конце концов, виновных поймали. Но у одного из них был меч с подписью Моники. Узнав, что одно из ее собственных творений было использовано для убийства ее бабушки, Моника была так потрясена, что возненавидела мечи. Услышав эту историю, Лайт спросил, почему Моника и ее отец не ладят. Но прежде чем Кейн успел ответить, подошли двое мужчин и попросили Ила. Один из них, темноволосый, был Дугом, а другой — Замдо. Оба были представителями торговой группы «Черный лебедь» и клиентами Болста. Увидев босса мастерской, Замдо передал новый заказ и сообщил, что еженедельные поставки теперь будут длиться целый год. Кейн возразил, что это абсурд, ведь они едва справляются с еженедельными поставками. Дуг ответил, что раз отец не справляется, они попросят Монику, девушку с невероятным кузнечным талантом, о котором мечтают многие кузнецы. Лайт возразил, что Моника не хочет делать мечи, но Замдо заверил, что немного насилия может изменить чье угодно мнение. Увидев, как из руки мужчины вырвалась молния, Айла сразу поняла, что это значит. Но Ивил спокойно заявил, что он никогда не говорил, что сможет выполнить заказ. На самом деле он уже подписал контракт. После этого представители «Черного лебедя» ушли. Один из сотрудников Ила рассказал, что эта торговая группа использует Монику, чтобы заставить их заключать сделки. И у Илла не было выбора, кроме как согласиться, чтобы защитить свою дочь. Поскольку ее отец делал оружие, Моника не могла работать с ним в одной мастерской. Прежде чем что-то еще сказать, Ивил повернулся к Лайту и попросил его ничего не говорить Монике. Позже вечером Лайт и Айла постучали в дверь мастерской Моники и пригласили ее на ужин. Они втроем сразу же отправились в ресторан и отлично провели время. Моника была впечатлена, узнав, что Айла умеет оценивать предметы, потому что это очень важный навык для любого мастера. Но Айло сказала, что хочет просто путешествовать, а не становиться мастером. Моника похвалила ее за честность и сказала, что, наверное, здорово, когда тебя любит такая добрая девушка. Обрадованная, Моника пообещала заплатить за пиццу и даже разрешила Айле заказать еще, ведь пицца — ее любимая еда. Но Лайт вспомнил, что это они пригласили Монику, поэтому она не обязана платить. Но все равно настоял, что должен отплатить за спасение. К тому же он был искренне рад, ведь прошло уже полгода с тех пор, как он в последний раз ел в компании. Поэтому Лайт заказал салат с грибами, жареное мясо с травами и стакан виноградного сока. Тем временем Замдо пришел к святой сестре и сказал, что оружие уже в пути. Но самое главное, что Лайт появился в районе мастеров.
Святая сестра сказала, что пришлет шпиона, чтобы Бюро безопасности не вмешивалось, но ясно дала понять, что Лайт не должен умереть. Вернувшись к Монике, она вышла из ресторана сытая. Но тут появился Дуг и захотел с ней поговорить. Моника узнала его и не хотела с ним разговаривать. Но вдруг сзади появился другой мужчина и схватил Монику. Рядом Айла сказала, что Моника действительно замечательная, хоть и отказалась выковать меч Лайту. Вдруг к ним подбежал Кейн и велел Лайт немедленно идти в мастерскую. Когда они пришли, Кейн показал на записку, прикрепленную к двери мастерской, и на защитные очки Моники. Как объяснила Айла, в записке говорилось: «Моника у населения. Если хотите ее вернуть, отправляйтесь на подземную арену 1». Подошел другой кузнец и объяснил, что это арена-база торговой группы «Черный лебедь» и находится недалеко от района ремесленников. В это время Ил вышел из кузницы с огромным двуручным топором и копьем за спиной. Один из работников попросил босса быть осторожнее, потому что враги могут устроить засаду, если он не будет осторожен. Но Ил отказался стоять в стороне и ничего не делать, пока они похищали его дочь. Однако Лайт заявил, что пойдет один, потому что Черный лебедь просил прийти только его, и у Ила не было причин подвергать себя опасности. Приняв это решение, Лайт бросился вперед, приказав им пока присмотреть за Айлой. Моника очнулась в незнакомом месте, и Дуг улыбнулся, сказав, что Моника была всего лишь приманкой, и что Лайта схватят, когда он придет ее спасать. Лайт ворвался в пещеру и, как ни странно, поблагодарил их за приглашение. Дуг приказал отпустить Монику. Затем огромное существо двинулось к Лайту, и с каждым шагом его тяжелые шаги отдавались эхом. Моника закричала, умоляя Лайта бежать. Но времени не было, на него уже напали со всех сторон. Несмотря на это, Лайт сохранял спокойствие, призвал фею сна и мгновенно усыпил всех врагов, включая быка. Сделав это, он освободил Монику и благополучно привел ее обратно. Чуть позже Свет вернулся в мастерскую, неся Монику на спине. По дороге она случайно вдохнула немного сонной пыли. Но Свет всех успокоил, сказав, что она просто немного вздремнула, и с ней все будет в порядке. В конце концов, за все, что сделал Свет, Звил выразил ему свою благодарность. Мальчик, который всегда сопровождал святую сестру, спросил, действительно ли нужно было тратить столько ресурсов, чтобы поймать Свет. Она ответила, что это было необходимо, чтобы убедиться, что он действительно априор. Зам доехал в своей карете к Монике, все еще размышляя над загадочными словами святой сестры о сохранении света. Ее настойчивость в том, что ребенок важен, озадачила его. Почему она так ценила Монику? Но что действительно имело значение, так это то, что к этому моменту он уже должен был попасть в тщательно подготовленную ловушку, и Замда приехал бы, чтобы получить награду. Однако, когда он вошел в комнату, где держали Монику, он увидел неожиданную картину. Все его люди лежали на полу и просто спали. В мастерской Свет слушал, как Ивил извинялся за то, что втянул его в свои проблемы. Но главный герой напомнил ему, что Черный лебедь охотился не только за дочерью кузнеца, но и за Светом. На этом Ивил решил порвать все связи с группой зловещих торговцев. Даже если это означало, что его заработок на какое-то время упадет до нуля, ничто не было важнее безопасности его семьи. Пока они разговаривали, Моника спустилась по лестнице и спросила, собирается ли ее отец перестать делать оружие. Я ответил, что не буду, но мне нужно найти более надежного покупателя. В конце концов, когда дело касается предметов, которые можно изготовить в кузнице, наибольшую ценность представляют оружие и экипировка. Услышав это замечание, Моника, оскорбленная тем, что она больше не занимается изготовлением оружия, заколебалась, но неохотно согласилась. Затем отец добавил, что если он хочет, чтобы его дело процветало, ему нужно производить ценные вещи. Ведь он управлял этой мастерской 25 лет и очень гордился своим опытом. Возмущенная Моника спросила, неужели его не беспокоит, что плоды его труда используются во зло. Но она уже ослабла от действия снотворного и едва не упала в обморок. Жена Злого, которая ухаживала за Моникой, вмешалась и предложила отложить разговор, так как девушке нужно отдохнуть. На этой ноте Злой предложил Светлому остаться на ночь в мастерской, так как уже поздно искать другое место. Его жена настаивала на этом, любезно приготовив одежду и ванну для него и Айлы, которые были совершенно измучены. Когда Айлу спросили, что она думает, она ответила, что хочет сразу лечь спать.
После этого Светлый поблагодарил их за гостеприимство и принял приглашение. Когда их ввели в комнату, Светлый не мог не заметить, насколько важна эта мастерская для всех. Женщина улыбнулась и объяснила, что все восхищаются Злым и мечтают работать здесь вечно. Заинтересовавшись, Светлый спросил, делает ли она оружие, но она покачала головой, пояснив, что она не мастерица. Вместо этого она занималась готовкой, стиркой и уходом за детьми. Другими словами, она была домохозяйкой. Вот почему, когда ее муж и Моника ссорятся, она предпочитает не вмешиваться, потому что это касается ремесла, в котором она ничего не понимает. И поэтому чувствует, что не может повлиять на них. Лайт не согласен с этим, потому что Моника часто положительно отзывается о своей мачехе, и ей нужно больше верить в себя. Позже, вместо того, чтобы лечь спать, Моника сидела на балконе и смотрела на кинжал в своей руке. Лайт подошел и спросил, как она себя чувствует, и она ответила, что действие снотворного уже прошло. Моника спросила, как себя чувствует Исла, и Лайт успокоил ее, сказав, что она спокойно отдыхает. Оказывается, пока он спасал Монику, Исла ждала снаружи, пока они не вернутся. Он спросил, что у Моники в руках. Она объяснила, что это был первый кинжал, который она сделала в детстве. Хотя ее отец редко кого хвалил, когда он увидел, что его дочь сделала это оружие, он сказал, что у нее к этому талант. Моника вспомнила, как была счастлива тогда. Когда она овладела суперкузнечным мастерством, она была уверена, что ее судьба — стать кузнецом. Но теперь, когда она посмотрела на кинжал, стало видно, что он немного кривоват. Тогда Лайт спросил, уважает ли она своего отца. Моника ответила, что да, потому что он научил ее всему, что она знает о кузнечном деле. Она видела, как мастерская развивалась и привлекала все больше учеников. Кстати, Лайт спросил, сможет ли ее подруга помириться с отцом. Она ответила, что работа в кузнице приносила ей хорошие отзывы, хороших друзей и хорошие деньги, просто приятные вещи, которые ей нравились. Но после случая с бабушкой Моника поняла, что это не все. К тому времени она уже сделала несколько мечей по всему миру, и она начала бояться делать еще и решила не оставаться в мастерской с отцом. Воспользовавшись моментом, Моника спросила, убивал ли Лайт когда-нибудь кого-нибудь. Он немного поколебался, но в конце концов признался, что да. Он объяснил, что его противники были нежитью, хотя когда-то были людьми. Сначала он сомневался, что сможет такое сделать. Но в конце концов он решил, что если это поможет защитить Айлу, то он сделает все, что потребуется. Честно говоря, Моника уже не знает, хорошо это или плохо, что Лайт использует оружие. Он считает, что да, но подчеркивает, что его представление о том, что хорошо, а что плохо, может отличаться от ее. Например, он спрашивает, считает ли Моника, что хорошо, что он, как искатель приключений, устраняет своих врагов. Моника не уверена, но она признает, что ей нравится, когда кто-то борется за свою мечту. Несколько часов спустя Дук медленно открыл глаза и обнаружил, что находится в том же месте, где держали Монику. И увидел своего босса, который стоял перед ним. Дук растерялся и спросил, что происходит, на что Замдо ответил, что Дук уже был там, когда он пришел. Замдо поинтересовался, достаточно ли Дук слаб, чтобы просто смириться с этим унижением, потому что у него уже был готов план действий. И на этот раз он поклялся уничтожить свет своими руками. Замдо сообщает своим людям, что они отправятся в путь на рассвете. На следующее утро свет приходит будить их к завтраку. Направляясь на кухню, он спрашивает о Зле и его учениках, но жена босса говорит, что они уже приступили к работе. Впечатленный их ранним подъемом, Свет идет к столу. Но не успевает он сесть, как Исла предупреждает его, что за этим столом может сидеть только Моника. Мачеха Моники подтверждает, что они действительно оставили это место для девочки. Она спрашивает Свет, не мог бы он позже отнести завтрак Монике в комнату, так как она стесняется присоединиться к остальным гостям на кухне. Позже Свет не может найти Монику в ее комнате, но в конце концов видит ее в саду мастерской. Он приносит ей еду и удивляется, что она не в своей мастерской. Моника объясняет, что вчера она всех напугала, поэтому решила как-то загладить свою вину. Свет спрашивает, что выращивают в мастерской. Моника объясняет, что выращивают, но в этом году урожай был не очень богатым. Свет использует свою способность ускорять рост фруктов. Увидев его силу в действии, Моника не может не спросить, как ему удалось усыпить людей черного лебедя, ведь для этого нужны совсем другие навыки. Тогда Свет говорит, что, будучи мастером фруктов, он может использовать любые фрукты со способностями. Не веря ему,
Моника хватает его за воротник и говорит, что это смертельно опасно, но подозрительный шум внезапно отвлекает их внимание. В мастерской, где хозяйничает Замдо, подручные черного лебедя держат кузнецов в страхе, а Замдо приглашает Светлого прогуляться. Выйдя на улицу, Замдо с сарказмом заметил, что прошлой ночью его люди, похоже, хорошо повеселились. В ответ Светлый заметил, что раз его противники не усвоили урок, то им придется снова уснуть. Однако, надев свой доспех, злодей легко стряхнул с себя действие усыпляющего порошка. Когда главный герой использует свою фею, Исла говорит, что у этого человека есть способность призывать молнии, которая позволяет ему окружать себя молниями или запускать их. Подняв руку, Замдо взрывает стену мастерской и становится еще опаснее, вынуждая Светлого убрать свою фею и приказать Монике и Исле уходить. Замдо ворчит, что Светлый разрушил дверь в их убежище и жалуется, что она была довольно дорогой. Но у Светлого нет времени на шутки, и он обвиняет Замдо в похищении Моники. Словно оправдываясь, Замдо объясняет, что ему нужен кузнец, чтобы выковать необходимые мечи, и он готов на все, чтобы их получить. В конце концов, качественные мечи не так-то просто найти по низкой цене. Бросив свой меч на землю и наступив на него, Замдо утверждает, что Моника могла бы сделать что-то потрясающее своим мастерством, в отличие от того хлама, который использует он. Ведь это меч ее отца. Девушка обижается и настаивает, что все оружие, которое они делают, создается с большим трудом. Устав от разговора, Светлый приказывает противнику убрать ногу с меча. В ответ Замдо предложил сделку, пообещав больше не разрушать мастерскую, если они оба сдадутся. Однако у Лайта был свой план, он поклялся одолеть противника и лично доставить Замдо в отделение охраны. Дальше все было очевидно. Насилие, и Лайт, не теряя времени, атаковал противника сломанным мечом. Когда Замдо уклонился от удара, мальчик подобрал оружие, которое он выронил, и снова замахнулся мечом как бог. Однако Замдо удалось сохранить дистанцию благодаря своей молниеносной броне. Затем, когда Лайт бросил в него 3 металлические сферы, заряженные электричеством, Замдо удалось отбить первую, но 2 другие попали в него, нанеся значительный урон. Мастер фруктов упал на колени. Его противник холодно заметил, что если бы Замдо действительно хотел победить его, то парализовал бы его, но это было бы не так приятно для мести. Замдо продолжал бросать сферы, вынуждая Лайта с трудом их отбивать, но последняя все же попала в него. Наблюдая за боем, Моника попросила Айслу проанализировать металлические сферы Замдо. Когда девушка подтвердила, что они сделаны из железа, Моника не была уверена, что ее план сработает, но, учитывая ситуацию, решила попробовать. Используя свои кузнечные способности, она быстро сделала сковородку и велела Лайту поймать сферы в нее. Разочарованный таким поворотом событий, Замдо снова атаковал. Но вместо того, чтобы попасть в цель, сферы легко оказались в сковородке. Гордая своей работой, Моника объяснила, что она сделала так, чтобы сковородка притягивала железо. Замдо, хотя и был удивлен, признал, что впечатлен тем, на что способна суперкузница. Но прежде чем он успел среагировать, Лайт направил электрический разряд в сферу, которая ударила Замдо током. Айсла оценивает ситуацию и объясняет, что меч не представляет опасности, потому что его рукоять сделана из кожи, а вот сковорода проводит электричество. Очевидно, Лайту приходится бросить сковороду, но он уверяет, что научился защищаться от сфер. Однако, наблюдая за защитой своего напарника, Моника замечает, что его меч серьезно поврежден и вот-вот сломается. Из-за этого Моника понимает, что должна выковать для него более прочный меч. Но это противоречит ее травме, из-за которой она дала себе обещание никогда не создавать ничего, что может навредить другим. Тем временем Лайт пытается удержать противника на расстоянии, пока не прибудет охрана. Но полученные им травмы становятся все серьезнее, и его жизнь в опасности. Моника ясно видит, что ее друг может умереть, и вспоминает их вчерашний разговор, пока битва между Лайтом и Замдо продолжает разрушать все вокруг. Поэтому Моника звонит Айсле и бежит в свою мастерскую, чтобы решить проблему раз и навсегда. Тем временем на западном плато Иоруба карета доставила 4 пассажиров на конечную станцию – Blue Deer. Среди них была Лена, которая вышла из кареты по прибытии, как раз к фестивалю паромов Афины. Мужчина спросил, приехала ли она на фестиваль, но она ответила, что ищет кое-кого. Впереди у Лены долгий путь, но она решительно настроена найти Дрейну. Вернемся к дуэли.
Лайт снова наносит удар мечом, но электрический щит Замдо оказывается непробиваемым. В ответ на настойчивость молодого человека, который не сдавался, несмотря на то, что у него было оружие, бандит решил призвать на помощь молнию. Свет, казалось, никогда не терял уверенности в себе. Напротив, он думал, что меч, сделанный из молнии, не может быть прочным, и снова атаковал. Если, как утверждал Замдо, оружие его соперника было таким же крепким, как сталь, то даже молния, несмотря на отсутствие физической формы, могла имитировать невероятную прочность при сжатии. Но, несмотря на это, Свет был уверен, что его мастерство владения мечом все равно даст ему преимущество. И убежденный в этом, он бросился в атаку. Невероятно! Но Замдо удалось отразить удар противника и нанести ответный удар, который поразил Света. Но даже если ему пришлось использовать свои способности бога меча на пределе, Свет продолжал атаковать, чтобы выиграть поединок. Но во время обмена ударами он получил сильный удар в живот. Несмотря на полученные травмы, парень продолжал сражаться, решив не сдаваться. Он использовал мощную технику мгновенного вихря и отбросил противника к стене, понимая, что давление ветра подействовало на Замдо. Но, к его разочарованию, бандит выглядел гораздо менее потрясенным, чем ожидал Свет. Мужчина признался, что просто играл в мечи, чтобы сделать бой интереснее и не уступать Свету. Но правда была в том, что недавний порыв ветра его разозлил. Свет заметил, что даже манера говорить у парня изменилась, на что тот ответил, что веселье и игры закончились. С этими словами Замдо приказал Джубатусу принять форму существа, созданного из молнии. Он решил использовать свою предыдущую успешную стратегию. Свет снова вызвал вихрь, но на этот раз чудовище рассекло его мечом и вонзило клыки в клинок. Понимая, что его оружие вот-вот сломается, Свет отчаянно пытался вырваться из схватки монстра. Но тут его застал врасплох меч Замдо, который нанес сокрушительный удар, вызвав настоящий взрыв. Этот решающий удар в конце концов сбил Света с ног, положив конец битве. В это же время Айла спрашивает Монику, что ей делать дальше. Моника отвечает, что собирается спасти своих родителей и остальных, а также выковать меч для Света. Тем временем святая сестра сосредотачивается на своем загадочном зеркале, понимая, что все идет по ее плану. В мастерской Балста приспешники Замдо держат в заложниках всех рабочих. Моника отодвигает кирпич в стене, чтобы заглянуть внутрь и оценить ситуацию, прежде чем приступить к спасению. Она подходит к входу, где стоят двое охранников, и проверяет, есть ли у Айлы предмет, который она получила накануне. Девочка вспоминает, что он у нее есть. Убедившись в этом, Моника делает шаг вперед, привлекая внимание охранника и заставляя его преследовать ее. Теперь, когда путь свободен, Айла может действовать. Злодей пытается пошевелить руками, но они крепко связаны тяжелыми цепями. Внезапно Айла пробирается внутрь и бесшумно ползет, чтобы освободить его с помощью ножниц, выкованных Моникой. Они сделаны так искусно, что разрезают железные оковы, как бумагу. Но тут за спиной девочки появляется охранник. Моника бросается к стопке бронзовых пластин, бросает их на землю и бьет молотом, чтобы активировать способность суперкузнеца. Пока бандиты преследуют ее, они, сами того не зная, наступают на пластины, которые Моника размягчила своей техникой, а затем снова закалила. И теперь они надежно удерживают их ноги. Моника смеется над своими врагами, и те остаются на месте, а она продолжает идти и без единой царапины добирается до входа в мастерскую Балста. Не теряя времени, она уверенно врывается в мастерскую, но тут же пугается, увидев, что Айсла полностью обездвижена Дагам, правой рукой Замдо, который спрашивает, что будет с девушкой, если она пошевелится. Моника оглядывается и замечает материал, который может пригодиться в этой ситуации. Айсла замечает, что ее подруга смотрит на этот предмет и использует свою способность оценки, чтобы понять, что это такое, и убеждается, что это сработает. В это время все кузнецы в мастерской понимают план Моники и с нетерпением ждут. Моника без колебаний хватает весло и силой бросает его на пол, отчего вспыхивает яркий свет. Яркий свет ослепляет Дага, и он отпускает Айслу, прикрывая глаза руками. Пользуясь моментом, Зло и его работники быстро одолевают бандитов и связывают их веревкой. Моника хвалит Айслу за ее помощь и спрашивает, удалось ли ей оценить камень. Девочка отвечает, что это яркий камень, который может испускать мощную вспышку при ударе. Даг раздраженно фыркает, удивляясь, что такая маленькая девочка обладает способностью оценки. Но Айсла уверенно отвечает, что тот, кто недооценивает детей, всегда расплачивается за это.
Теперь, когда кузнецы полностью контролируют ситуацию, Моника поворачивается к отцу и спрашивает, можно ли ей воспользоваться кузницей, объясняя, что Лайт сражается с Замдо и ему нужен меч. Сначала он ругает ее за безрассудные поступки, но в конце концов все-таки разрешает, ведь Моника и всегда будет кузнецом. Тем временем Ил использует свои способности, чтобы быстро и эффективно обработать металл, экономя время и оставляя финальную отделку оружия в руках дочери. Но их работу внезапно прерывает проблема. Группа торговцев черными лебедями пытается прорваться через входную дверь, и двум кузнецам приходится навалиться на нее всем весом, чтобы удержать. Если нужно, Ил приказывает построить баррикаду. Поскольку все должны быть готовы защищать мастерскую ценой своей жизни, сейчас самое время показать, чего стоит настоящий мастер. Подбадриваемые своим наставником, молодые подмастерья объединяют усилия, чтобы перенести ресурсы, продвинуть кузницу вперед и укрепить ворота. Моника возвращается к работе вместе с отцом, и на нее нахлынывают воспоминания о детстве. Она вспоминает, как была очарована его мастерством в кузнице. Она даже говорит, что это вызывает у нее ностальгию. Но отец быстро напоминает ей, что сейчас не время для сантиментов, ведь судьба света в ее руках. Отягощенная ответственностью, Моника опускает голову, думая о том, что она не ковала мечи уже полгода. Она не знает, хороши ее мечи или плохи. Но сейчас не время для колебаний, она должна принять вызов. С этой решимостью Моника активирует свою суперспособность, и все в мастерской замечают, как от нее исходит синий свет. Она продолжает ковать меч. Остальные с нетерпением ждут. Тем временем Злой думает, что всегда считал свою дочь ребенком. Но теперь ясно, что она научилась делать то, что нужно. В этот момент меч, созданный талантливой Моникой, уже готов, и тут снаружи раздается мощный взрыв. Злой кивает Монике, которая точно знает, что делать. Наконец, в дверь врывается хозяин мастерской, сбивая с ног двух мужчин, пытавшихся ворваться внутрь. Моника и Айла в шоке смотрят на тяжело раненого Замдо. Моника без колебаний бросает меч, который она сделала, в Светлого, но тот не может пошевелиться. Злой с усмешкой замечает, что давать мальчику оружие сейчас бессмысленно. Ведь он уже на грани смерти. Но вопреки всему, Светлый не сдается, медленно поднимает руку к мечу, сразу понимая, что его качества более чем достаточно, чтобы без колебаний раскроить лицо врагу. Злой думает, что мальчишка просто болтает, потому что едва стоит на ногах. Но Светлый уверенно приказывает Айле бросить ему фрукт умения. К сожалению, в этот день у девочки не получается, и она бросает фрукт к ногам Замдо. Он поднимает магические ресурсы и вспоминает, что каждый может съесть его только раз в жизни, и что Светлому должно хватить способности сонного порошка, которую, кстати, сам Замдо уже нейтрализовал. Учитывая, что второй фрукт может привести к смерти, Замдо не понимает, что Светлый задумал этим движением. Но он думает, что сдаться было бы интересным решением, хотя бы для того, чтобы сохранить немного достоинства. В ответ Лайт признает силу своего противника, но заявляет, что его истинная цель — стать авантюристом, который оставит свой след в истории, а значит, он не может позволить себе проиграть в такой заурядной битве. Услышав, что его соперник представляет угрозу, Зомдо хмурится и называет его надоедливым мальчишкой. В ярости он бросается на Лайта и сует ему в рот плод с навыком. Он думает, что если мальчик съест плод, то умрет от отравления, а если не съест, то задохнется. В конце концов, злодей дает богу меча шанс сдаться, ударив ногой по земле. Если он это сделает, то заберет Лайта и оставит мастерскую в покое. Мы с Моникой все больше волнуемся. Айла, прекрасно понимая, что собирается сделать Лайт, широко улыбается. Не раздумывая, Лайт откусывает плод, и Замдо в шоке. Вокруг них тут же вспыхивает пламя, и Лайт одним ударом отбрасывает Замдо. Встав на ноги, Замдо требует объяснений. Лайт спокойно объясняет, что он мастер плодов и может есть столько плодов с навыками, сколько захочет. Теперь пришло время свести счеты с этим торговцем злом. Более того, Лайт добавляет, что ожидал, что его враг попытается заставить его съесть плод, зная, что Замдо любит пытки. Замдо спрашивает, действительно ли Лайт думает, что он поверит, что им манипулировали. Но Лайт признается, что ужасный бросок Айлы не был частью плана. С этими словами он просит Айлу проверить его, и она обнаруживает, что у Лаки появилось пламя, которое позволяет ему зажигать огонь на своей руке или на любом предмете, который он держит.
В этот момент Замдо понимает, что мальчик не шутил, и что он не только не умер, но и получил новую силу, съев фрукт. Действительно, действия Лаки противоречат всякой логике, и Замдо понимает, почему святая сестра заинтересовалась им. Кстати, о святой сестре, пока она ухаживала за цветами, она вдруг почувствовала, что ее план нарушен, и поняла, что не предвидела такого исхода. Тем временем Замдо вспоминает, что ему приказали взять Лаки живым. Но, учитывая растущий риск, он снова призывает молниеносного льва, понимая, что ему придется использовать все свои силы, чтобы уничтожить цель. В ответ Лаки заявляет, что тоже не будет сдерживаться. Наконец, злодей бросает льва на мальчика, который одним ударом уничтожает его. Это не пугает Замдо, и он хвалит технику своего противника. Лаки уверяет, что может разрезать даже молнию этим огненным клинком. После этого два противника снимают свои плащи и готовятся к финальной схватке. В этот момент Дук и другие приспешники, освободившись, тоже прибывают на поле боя и готовы отомстить. Но Замдо приказывает никому не вмешиваться, так как хочет, чтобы вся слава досталась ему. Замдо признается, что не успокоится, пока не сотрет этого парня в порошок. В подтверждение своих слов он призывает демона молнии. Лаки в ответ призывает огненного льва. Все поставлено на карту, и оба бойца понимают, что это будет их последняя битва. Пока Моника молча молится, чтобы ее меч выдержал до конца, Айла берет ее за руку и убеждает довериться Свету, уверенная, что он найдет способ. Тем временем сам Свет успокаивает кузнеца, уверенно заявляя, что с этим мечом он точно не проиграет. Это успокаивает девушку. Наконец, Моника просит Свет защитить мастерскую этим оружием. И два противника атакуют друг друга своими силами. Свет излучает удар пылающего льва, а Замдо атакует дьяволосом. Они быстро сталкиваются и создают волну света, которая охватывает всю территорию, оставляя зрителей в полном неведении относительно исхода. Свет использует всю свою силу, чтобы отбросить врага назад, а Замдо отвечает тем же. Их объединенные усилия приводят к мощному взрыву на поле боя, который освещает все вокруг яркой вспышкой. Когда дым рассеивается, два противника остаются в живых. Замдо собирает в руке еще больше молний, но его тело не выдерживает, и он падает на землю. Свет тяжело дышит, едва держась на ногах. Но он твердо стоит на ногах и поднимает свой меч, объявляя о своей победе. Его союзники начинают радоваться, но меч внезапно ломается, и он задается вопросом, не в нем ли причина. Он без колебаний извиняется перед Моникой за то, что сломал оружие, которое она для него сделала. Но Моника успокаивает его, говоря, что это не важно, и обещает выковать новое, которое лучше подойдет ему по размеру. Моника со слезами на глазах благодарит Свет за все, что он сделал, чтобы защитить это место. С другой стороны, Дук и остальные головорезы достают оружие и клянутся отомстить за своего босса. В ту же секунду он направляет свой сломанный меч на бандитов, заставляя их дрожать от страха под его холодным взглядом. Тем временем в помещение врывается таинственный человек, используя свою способность к вихревому движению, и приказывает людям Черного Лебедя опустить оружие. Один из подмастерьев кузнеца узнает в нем начальника службы безопасности, Тигриную Бороду, который тут же приказывает арестовать преступника. Через несколько мгновений за главарем появляются двое сотрудников службы безопасности и официально объявляют о задержании бандита по обвинению в похищении людей, вымогательстве и нарушении общественного порядка. Мощным порывом ветра Тигриная Борода быстро одолевает приспешников, не оставляя им ни единого шанса на сопротивление. Пока охранники уводят их, он сообщает кузнецам, что кто-то намеренно скрыл от него информацию об этих происшествиях. В любом случае, Злой отвечает, что благодаря Свету все закончилось хорошо. Тем временем Тигриная Борода вспоминает, что этот мальчик присутствовал на собрании, посвященном злому дракону. Прежде чем он успевает ответить, Свет полностью теряет силы и падает в объятия Тигриной Бороды. Моника тем временем опускается на колени, переполненная облегчением от их победы. Айла спрашивает, какие особые свойства Моника вложила в новый меч. Но Моника признается, что не сделала ничего особенного, просто сделала его настолько прочным и долговечным, насколько это возможно. Однако, несмотря на это, лезвие все равно сломалось. Кроме того, она просто пожелала, чтобы Свет победил в бою почти как заклинание. Заинтересовавшись ситуацией, Айла приходит к выводу, что это заклинание было причиной появления огненного льва, что вызывает у нее любопытство к тайнам способностей. В этот момент в небе пролетает птица посыльный и роняет письмо для Айлы. Это письмо от Лены, в котором она сообщает, что скоро приедет в Афины. По словам Айлы, ее спутница, похоже, задерживается дольше, чем ожидалось.
Моника спрашивает, не та ли это Лена, которая недавно прославилась как святая мечница. И Айла подтверждает, что Лена действительно из той же группы, что и Лайт, и была преданным членом их команды. Теперь вернемся к Лене, которая продолжает свое путешествие после того, как едва избежала покушения на убийство со стороны члена Черного Лебедя, вероятно, действовавшего по приказу Дрейтны. В поисках доказательств Лена наконец-то прибывает в столицу озера, Афину, чтобы защитить свою группу. Пока у нее есть только одна зацепка, указывающая на виновника этого преступления — крыло Черного Лебедя. Некромант Дрейтна. С наступлением ночи победители битвы в мастерской хвостовства собираются в таверне, празднуя с изобилием напитков и веселясь больше, чем когда-либо. Ивил замечает, что никогда не видел торговцев черным лебедем в таком состоянии. Заметив, что ее отец сильно пьян, Моника спрашивает, не слишком ли он выпил. Однако мужчина настаивает, что сейчас самое время отпраздновать, потому что завтра он позаботится о том, чтобы его дочь вернулась к своему прежнему состоянию. Тем временем святая сестра снова обращает внимание на свое магическое зеркало, разочарованная тем, что все ее планы рушатся. Когда Лена добирается до места назначения, первое, что она замечает, это вывеска с надписью «Добро пожаловать в Афину, город фей и озеро». Неподалеку она видит мужчину с заостренными ушами, который несет добычу и зовет прохожих присоединиться к ежегодному фестивалю фей в Афинах. Он призывает всех присоединиться к празднованию, которое состоится через 3 дня. Мужчина осторожно надевает Лене на голову цветочную корону и желает ей всего наилучшего. Но Лены здесь нет, она не может принять участие в празднике. Она думает только о своей миссии. Если здесь действительно скрывается тайна святой сестры, то, возможно, она послала сюда убийцу. Поэтому Лена останавливает на улице пару людей и спрашивает о Дрейтоне Билбери, но это имя их пугает. Они начинают подозревать, что Лена как-то связана с семьей Билбери. Не получив ответа, она подходит к другой группе людей, но они тоже пугаются при упоминании имени Билбери. После нескольких неудачных попыток Лена задумывается, что происходит. Вдруг она замечает мужчину в капюшоне, который смотрит прямо на нее, а потом быстро уходит. Лена уверена, что это убийца, посланный святой сестрой, и бежит за ним. Но когда она сворачивает в переулок, где он исчез, его уже нет. Внезапно Лена чувствует, как ее сковывают лианы, которые вырастают из пальцев таинственного мужчины, который внезапно появляется позади нее. Она быстро разрубает лианы мечом и бросается на противника, который достает кинжал и принимает уверенную, почти насмешливую позу. Лена отмечает, что если бы этот человек был авантюристом, то он был бы ранга С. Мужчина говорит, что репутация святой меча как искусного фехтовальщика заслужена, но он не может позволить, чтобы здесь разгуливала какая-то девчонка, подозревая, что она шпионка. Естественно, его слова злят Лену, и она готовится продолжить бой. Но как раз в тот момент, когда они уже готовы были снова сцепиться, вмешивается девушка и останавливает их поединок. Лена думает, что ее загнали в угол, и в ответ угрожает девушке. В этот момент из тени выходит цветочная шляпка, показывает свое лицо и радостно приветствует Лену. Она представляет мужчину как Юэна и объясняет, что он один из ее подчиненных. По словам цветочной шляпки, Лена слишком много интересуется местными делами, поэтому она и отправила Юэна следить за ней. Когда Лена спрашивает, зачем отдел расследований находится в городе, цветочная шляпка сообщает, что они тоже ищут Дракену. Лена с удивлением понимает, что девушка не поддерживает святую сестру. Затем цветочная шляпка поясняет, что она не на чьей стороне, ее задача — собирать информацию. Юэн и цветочная шляпка объясняют, что найти Дракену — это важный шаг в предотвращении появления злого дракона, и они все еще изучают драконью чешую, которую Лена показала на собрании. Пока что единственная зацепка, которая у них есть, это Дракена, которая участвовала в призыве дракона. И если такая угроза появится в любом городе, это приведет к катастрофе, и миссия по уничтожению злого дракона станет еще более важной. Однако настойчивые расспросы Лены мешают их работе. На этом цветочная шляпка просит Лену перестать совать нос не в свои дела и прощается с ней. Тем не менее, Лена не может вернуться домой с пустыми руками и хочет защитить кое-что. Поэтому она просит взять ее в команду по расследованию, утверждая, что ей нужна любая информация о Дрейне. Цветочная шляпка смеется над искренностью Лены и разрешает ей присоединиться к ним, но с одним условием – она не хочет слышать никаких жалоб на их методы расследования. Ивен спрашивает, зачем им нужна эта женщина, и цветная шляпа отвечает, что Лена видела лицо Дрейны, а это информация, которой нет даже у департамента.
Наконец, цветная шляпа предлагает Лене поесть, прежде чем они приступят к работе. Так что они втроем идут в ресторан. Там цветная шляпа заказывает 3 порции свежей рыбы, пойманной накануне и подданной с белым соусом и тушеными помидорами, которые готовились несколько часов. Лена находит выбор довольно необычным, а официантка открывает дверь и жестом приглашает их войти. Дверь ведет в подземный переход, где в тайной таверне их ждет информатор цветной шляпы. Вскоре Эван протягивает мужчине сумку с 20 золотыми монетами в обмен на информацию о Дрейне и ее местонахождении. Информатор, удивленный тем, что кто-то ищет такую необычную женщину, рассказывает, что Дрейна – дочь некогда уважаемой семьи Билбери. Но именно из-за этой женщины семья Билбери пришла в упадок. У Дрейны была страсть к танцам. Но в возрасте 6 лет она неожиданно обрела запретное умение – некромантию. То ли случайно, то ли нет, но в это время семью Билбери постигли несчастье. Их бизнес рухнул, а мать девочки внезапно скончалась. Это вызвало слухи, что на семью было наложено проклятие, и ее отец, считая, что причиной всему запретное умение дочери, выгнал ее и запер в загородном поместье. С тех пор Дракену все сторонились, оставив ее жить в изоляции, и, возможно, только сестра-монахиня из жалости поддерживала ее, ведь она видела, как девочка обрела свое умение. Сестра даже пригласила Дрейну в священный город, как и многих других детей, которых она взяла под свою опеку. Флора Хэт спрашивает о местонахождении Дрейны, и информатор сообщает, что она сейчас в этом самом городе. Лена потрясена, узнав, что Дрейна выжила после обрушения особняка. Пока информатор требует дополнительную плату за то, чтобы сообщить точное местонахождение Дрейны, Юэн отвечает, что в оговоренную сумму уже входит вся информация. Но жадный мужчина угрожает не говорить, где она, если они не отдадут ему еще один мешочек с золотыми монетами. Но Юэну надоели эти игры. Он опутывает мужчину лианами и приставляет к его горлу кинжал, требуя сказать, где Дрейтон. Лена протестует, говоря, что они зашли слишком далеко. Но Флора Хэт спокойно напоминает ей, что она согласилась молчать, особенно после того, как информатор нарушил их соглашение. Юэн твердо заявляет, что попытка использовать отдел расследований была серьезной ошибкой и сжимает лианы вокруг мужчины. Под давлением информатор наконец признается, что Дрейна в театральном районе готовится к танцу фей. После того, как Юэн отпускает мужчину, Лена высказывает свое недовольство, называя это пыткой. Но Флора Хэт возражает, объясняя, что ценную информацию нельзя просто взять с дерева, и подчеркивает, что нужно сделать все возможное, чтобы ее получить. Тем временем в роскошном особняке дворецкий спрашивает, собирается ли Дракена снова куда-то идти, на что она обещает скоро вернуться. Мужчина не против, чтобы его хозяйка выходила на прогулки, но переживает, что ее рана может стать хуже, если она не отдохнет. Но Дрейна объясняет, что у них нет на это времени, потому что святая сестра выбрала ее в качестве танцовщицы, и она не хочет упустить шанс как можно лучше подготовиться к выступлению. Вернувшись в город, Юэн и Флауэр рассказали Лене, что танец фей — это священный ритуал, который проводится в последний день фестиваля фей. Они рассказали, как появился этот танец 1000 лет назад, когда король фей защищал это озеро от армии монстров. Этот ритуал воссоздает легенду. Символизируя мир и очищающую силу волшебного камня, танец защищает город от бедствий. Каждый год выбирают дочерей из знатных семей, чтобы они танцевали, и хорошее выступление может даже повысить статус семьи. В этот раз танцевать будет Дрейна. Лена спрашивает, почему Дрейна решила остаться в этом городе, несмотря на болезненные воспоминания, которые он ей оставил. Но раскрыть эту причину — их главная цель. Трио только что добралось до места репетиции танцовщиц. Когда они подходят ко входу, двое мужчин преграждают им путь, требуя предъявить разрешение. В этот момент Флауэр Хэт и Лена сбрасывают свои плащи, под которыми оказывается танцевальная одежда, а Юэн берет на себя роль флейтиста. Охранники, не узнав их, спрашивают, почему у них мечи. Флауэр Хэт объясняет, что мечи — это реквизит для хореографии, потому что они будут изображать фей-воительниц в танце. В конце концов, трио удается пройти. Хотя Лена беспокоится, потому что не умеет танцевать, Флауэр Хэт успокаивает ее, говоря, что они что-нибудь придумают. Тем более, что Юэн тоже не умеет играть на флейте. В какой-то момент группа подслушивает разговор двух танцовщиц о дочери Билбери, которая, как говорят, обладает запретной способностью. Две танцовщицы решают держаться подальше от Дракяны, опасаясь, что ее способность может передаться им. Услышав это, Лена задается вопросом, какую жизнь, должно быть, пришлось пережить этой девушке.
Вскоре они приходят в огромный зал со сценой в центре озера, где Дракена танцует с двумя партнерами. Лена потрясена, увидев, что девушка жива, и случайно говорит об этом вслух, привлекая внимание Дракяны. Прежде чем та успевает отреагировать, Юэн сдерживает ее своими лозами. Теперь, когда девушка обездвижена, цветочная шляпа требует, чтобы Дракена сказала, где находится злой дракон. Но Дракена настаивает, что монстр никогда не был под ее контролем. Поняв, что они зашли в тупик, цветочная шляпа заявляет, что отведет Дракену в священный город, чтобы на нее наложили заклинание поиска. Дракена умоляет дать ей еще 2 дня, объясняя, что выступление на балу Фей было ее мечтой всю жизнь. Тронутая ее мольбой, Лена сочувствует ей и просит цветочную шляпу позволить ей станцевать. Но цветочная шляпа непреклонна и приказывает Юэну крепче сжать лозы. Крепко удерживая подозреваемую, Лена замечает, что рана, которую Дракена получила в особняке, еще не зажила. А цветочная шляпа уверенно заявляет, что если понадобится, она сможет утащить Дракену силой. Услышав это, святой мечник понимает, что главный следователь не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели, используя методы, которые, по ее мнению, не соответствуют истинному правосудию. Подумав об этом, она разрезает лозы Юэна и сбегает с Дракеной. Юэн снова пытается схватить женщину, но Лена преграждает ему путь своим мечом. Дратна, не в силах убежать из-за своей травмы, наблюдает, как Лена использует свой кулон, чтобы перепрыгнуть через крыши домов и скрыться. Юэн изо всех сил пытается догнать беглянок, но уже слишком поздно. Несмотря на это, Флауэрхед сохраняет спокойствие и говорит, что все в порядке, потому что Дрейна не покинет город, пока не станцует с феями. Она признает, что сначала считала Лену наивной и доброй девушкой, но теперь понимает, что на этот раз Лена проявила удивительную смелость. Тем временем, пробежав значительное расстояние, девушки ненадолго остановились, чтобы перевести дух. Дратна спрашивает Лену, о чем она думала, когда решила спасти ее. Но даже Лена не может объяснить свои действия. В другом месте города, на каное посреди озера, эльф с добычей рассказывает легенду о волшебном камне Паре. Он говорит им, что у подножия огромного камня уже 1000 лет запечатан верный слуга феи-монарха. Это существо поддерживает мир в озере Афина, и танец Фей, как говорят, является ритуалом, призванным утешить его, поскольку он покинул мир Фей, чтобы стать хранителем этого мира. Однако эльф добавляет, что никто не знает, что может случиться с городом, если в волшебном камне начнут появляться трещины. Завороженный рассказом, Пара просит мистера Барда спеть. Тем временем Лайт делает 115 отжиманий, прежде чем его сбивает фея сна. Айла пользуется моментом, чтобы пожаловаться, что мальчик слишком усердствует в тренировках и в итоге только навредит себе. Но он настаивает, что находится в отличной форме и должен быть готов к миссии ранга S. Тем более, что Лена, похоже, выкладывается на полную, и они не могут позволить себе отставать. Айла уверяет его, что с их подругой все будет в порядке. Она святая меча. Лайт признает, что Лена действительно самая сильная из них. Но Айла уверена, что скоро он достигнет ее уровня. Тем временем Моника посвящает себя созданию идеального меча для Лайта, отказываясь отдыхать, пока не добьется выдающегося результата. Вернувшись в цветочную шляпу, она отправляет несколько птиц-шпионов, чтобы выследить 2 девушек. Но, как ни странно, они возвращаются к ней через несколько секунд полета, напуганные. Исследовательница срывает цветок со своей шляпы, но он тут же увядает. Понимая, что что-то не так, она активирует способность глаза ученого, чтобы проанализировать ситуацию. Подозревая, что источник проблемы где-то рядом, цветочная шляпа решает, что в этом случае им придется довериться Лене и Дракене. Вернувшись к девушкам, Лена переводит взгляд на волшебный камень и видит, что он окружен тенью, которая, кажется, проникает в сам камень. Поздно вечером Лена и Дракена куда-то идут. Лена в замешательстве спрашивает, куда они направляются. Дракена объясняет, что дом в конце переулка принадлежит семье Билбери, поэтому никто не помешает им туда зайти, и они смогут там спрятаться на несколько дней. Дреитнер отказывается уезжать из города до своего танцевального выступления, которое состоится через 2 дня. Лена говорит, что глава следственного бюро, Цветочный шлем, не оставит это просто так и будет искать их по всему городу. Она также добавляет, что попросит свою святую сестру помочь им. И она уверена, что та их защитит. Затем Лена спрашивает Дрейну, почему та напала на них в поместье графа, но Дрейна отказывается отвечать. Дрейна упоминает, что она в долгу перед Леной, потому что та спасла ее. Но Лена быстро говорит, что помогла ей, потому что, когда увидела ее танец, поняла, что Дрейна хороший человек. Дракена тут же отрицает это.
говоря, что Лена ничего о ней не знает. Но Лена говорит, что слышала слухи о детстве Дрейны. Дракена на секунду замирает. Прежде чем согласиться, что все считают, что святой мечник сжалился над Дрейной и взял ее к себе. Лена вспоминает, как Дрейна использовала трупы Борка и Ширы, чтобы напасть на них. И она не понимает, зачем Дрейна это сделала, но все равно чувствует, что в ней осталось что-то хорошее. В конце концов, они приходят на небольшой фестиваль, где двое детей подбегают к ним и хвалят, а потом взволнованно говорят, что с нетерпением ждут их танца. Лена понимает, что горожане обожают и уважают танцоров. Но вдруг родители говорят детям держаться подальше от Дрейны, чтобы она не прокляла их своим запретным навыком. И Лене становится грустно. Они снова идут. И Дрейна завидует, что Лене никогда не приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Потому что ее навык святого мечника считается хорошим заклинанием, а не проклятием. Лена собирается возразить. Но тут на фестиваль врывается мужчина и начинает истерично кричать, чтобы люди убегали. Прежде чем кто-то успевает что-то сказать, раздается громкий взрыв, после которого появляются монстры. Но Лена успевает победить одного из них одной атакой и приказывает людям бежать, пока есть возможность. Дрейна поднимает голову и видит в небе разных монстров, это ее шокирует. Но благодаря очищающей силе волшебного камня, монстры держатся на расстоянии от города. Внезапно одна девушка падает на бегу, и монстр тут же хватает ее. Но Дрейна использует заклинание некромантии, чтобы призвать мертвого монстра и атаковать живых. Местные жители в шоке от того, что Дракена сражается за них. Но не успевают они опомниться, как снова раздается крик, и они видят, как дракон, похожий на чудовище, сжигает огнем семью, которую защищает маленький единорог, создавший щит. Лена спешит на помощь единорогу, и дракон громко рычит. Но Лена быстро использует заклинание трапезиста и думает, что победила монстра. Но не успевает она обрадоваться, как появляется еще один монстр, и Лена вот-вот упадет. Дрейна использует заклинание, чтобы объединить мертвых монстров, и появляется пуританин, который спасает их. Лена благодарит Дрейну, который отговаривает Лену от безрассудства. Но Лена говорит, что хочет помочь как можно большему количеству людей. Дрейна быстро отвечает, что Лена такая позитивная только потому, что у нее хорошие способности. Но Лена не соглашается, говоря, что Дрейна сегодня тоже спасла людей, используя свои способности. Они задаются вопросом, не потерялся ли единорог. Но единорог начинает шипеть, враждебно глядя в небо. Когда девушки поднимают глаза, они видят, как сгущается черный туман, и понимают, что это портал, из которого выходят ужасные монстры. Местные жители думают, что их судьба предрешена, когда появляется особенно огромный монстр. Но прежде чем он успевает напасть на них, появляется человек по имени Юэн и легко расправляется с монстром. Цветочная шляпка идет за ним и шутит, что методы Юэна всегда такие жестокие и быстрые. Она быстро приказывает местным жителям идти в собор, где они будут в безопасности, потому что это самое старое здание в городе. И там есть старый защитный механизм, который служит отличной защитой. Она объясняет, что приказала стражникам, которые дежурят ночью, отвести местных жителей в безопасное место. Затем она серьезно обращается к Лене и Дрейне, прося их подумать о своем поведении в театре, и сама говорит, что сейчас им предстоит столкнуться с более серьезными вещами. Она говорит девушкам следовать за ней, и по пути они замечают, что черный туман продолжает сгущаться. Дрейна вдруг замечает, что туман собирается в центре озера, и цветочная шляпка говорит, что они направляются туда. Дрейна не хочет прыгать прямо в этот ужас, потому что считает это плохой идеей. Но цветочная шляпка взволнованно говорит, что в жизни нет ничего интересного, если ты не готов к приключениям. Они садятся в лодку, которая отвезет их к центру озера, и цветочная шляпка создает световой барьер вокруг собора, чтобы защитить людей. С другой стороны, музыкант по имени Аргас, сидящий посреди тумана, признает, что в городе живут сильные люди, способные создавать световые барьеры. Но не придает этому большого значения, так как считает себя гораздо сильнее. Тем временем, отец Моники наблюдает за тем, как Лайт тренируется, и говорит ей, что собрал все необходимое для ее работы, и советует ей не перенапрягаться, так как она и так много работает в последнее время. Но она отвечает, что меч, который она сделала для Лайта, сломался в бою, и она хочет сделать для него новый, более прочный, чтобы он снова мог отправляться в приключения. Она даже объясняет, что Лайт притворяется, что проходит реабилитацию, но тренируется с раннего утра до поздней ночи, и это мотивирует ее работать еще усерднее. Айла спит на ящике, а Лайт говорит себе, что должен стать как можно сильнее, чтобы добраться до Лены. На озере цветочная шляпка объясняет, что открылся портал под названием Миазма, и что вместо того, чтобы отталкивать Миазма, волшебный камень притягивает его к городу. Кто-то изменил отталкивающую силу на притягивающую.
Они спрашивают цветочную шляпку, что она собирается делать, и она небрежно отвечает, что они собираются уничтожить волшебный камень, потому что если они этого не сделают, туман смешается с озером, и все озеро превратится в миазма, из которого будут появляться ужасные монстры. Это злит Дратну, потому что волшебный камень очень почитаем местными жителями как их защитник. Но цветочная шляпка настаивает, что это единственный способ остановить миазма, который заполняет все озеро. Дрейна все еще настаивает, что любое действие, направленное против волшебного камня, считается серьезным преступлением. Но у Флауэр возникли вопросы, с каких это пор Дрейна заботится о городе. Дрейна быстро отказывается от заботы о жителях города и объясняет, что танец фей потеряет смысл, если волшебного камня не будет. Флауэр говорит, что защита города – ее главная задача, и это единственный способ. Затем они сталкиваются с Аргосом, который призывает гигантского монстра. Но Лена использует его как приманку, чтобы напасть на Аргоса. Однако Аргос не пострадал, потому что он был замаскирован и объясняет, что его миссия – истреблять низшие виды, чтобы вернуть себе землю. Он призывает множество монстров из разных порталов и натравливает их на группу. Флауэр быстро говорит им, что нужно попытаться уничтожить камень, чтобы закрыть портал. Но Юэн объясняет, что их передвижение по воде ограничено, поэтому они в невыгодном положении. Дрейнтнер понимает, что она единственная, кто может летать, но единорог создает хрустальный путь, по которому Лена может добраться до волшебного камня. Аргос думает, что Лена слишком самонадеянна, раз думает, что сможет уничтожить камень. Но его внимание отвлекает лезвие, которое касается его щеки. Он оборачивается и видит Флауэр, которая говорит ему, что разберется с ним. Аргос в ярости посылает монстра уничтожить лодку, и Лена кричит от беспокойства, но Юэн говорит ей сосредоточиться на своей работе. Флауэр — глава бюро и может сама о себе позаботиться. Поэтому Лена продолжает лететь к волшебному камню. Тем временем Аргос говорит Цветку Шляпе, что много слышал о ней и знает, что она владеет техникой взгляд ученого, которая специализируется на расследованиях и не может противостоять Аргосу. Он начинает атаковать, но Цветок Шляпа уничтожает его атаку, прежде чем она успевает полностью сформироваться. Она объясняет, что в этом мире есть несколько запрещенных книг, которые позволяют использовать техники, просто взглянув на них, и что существует 48 томов таких книг. Она говорит, что изучила их все и использует свое первое заклинание «Ледяная искра» одновременно с игрой с камнями, в результате чего уничтожает всех монстров на своем пути. Это злит Аргоса, и он решает отправить еще больше монстров. Но Цветок Шляпы использует заклинание «Птичья Light was here» всех, не разрушая камень, но понимает, что она недостаточно сильна, чтобы найти другие варианты, и направляется к камню, чтобы уничтожить его. Лена говорит Дракене, что она примет вину за разрушение камня и уничтожит его одной мощной атакой. Аргос в шоке и утверждает, что не ожидал, что они разрушат священный волшебный камень, но говорит, что они опоздали, и вдруг из воды появляются огромные спирали. Они соединяются с черным туманом, и Аргос призывает пробудить водяного бога. Цветочная шляпка предупреждает, что их последний монстр уже здесь, и Дрейна с ужасом говорит, что это злой дракон. Водяной бог атакует мощным лучом, и Дрейна быстро отводит Лену в сторону, но атака задевает несколько зданий в городе. Цветочная шляпка говорит, что не нужно паниковать, потому что весь город эвакуирован. Но Дрейна все еще чувствует боль, потому что театр, где проходит волшебный танец, пострадал от атаки. Аргас злобно смеется и говорит, что они дураки, раз думают, что у них есть шанс, потому что он собирается уничтожить их вместе со всем городом. Дрейна дрожит от страха, думая, что у них нет шансов против водяного бога. Но Лена твердо стоит на своем и просит Дрейну поделиться с ними своей силой, чтобы они могли вместе защитить город. Однако Дрейна замечает, что у Лены дрожат руки, и в шутку говорит, что только Лена может вдохновлять, дрожа от страха. Лена говорит, что дрожь прекратится, как только они начнут атаковать монстра, и из рук девочек появляется свет, и они готовятся к битве. Злой дракон наносит еще несколько ударов, разрушая окрестности собора, и горожане начинают волноваться, думая, что световой барьер долго не продержится. Но тут мальчик говорит, что все идет по сказке под названием «Король фей», и что им не стоит волноваться, потому что феи уже не раз побеждали монстров. Его мама говорит, что это всего лишь сказка, и просит его вернуться в дом. Но вдруг собор сотрясается от атаки, и все пугаются еще больше. Но мальчик не сдается и говорит, что скоро придет их спаситель. Тем временем Флора использует магию, чтобы остановить монстров, пока Эван их уничтожает. Но Флора падает, и Эван говорит, что она слишком сильно перенапряглась, используя запретную магию.
Злой дракон снова атакует, и в городе начинается пожар. Эван говорит, что им нужно как-то победить монстра. Тогда Флора говорит девочкам, что единственный способ защитить город — это уничтожить злого дракона. Лена спрашивает Дрейну, может ли она остановить движение злого дракона всего на 5 секунд. Дрейна пугается, когда Лена бросается вперед. Но Лена говорит, что если она сможет подобраться поближе к монстру, то сможет нанести удар мечом. Дракена соглашается и использует свое умение некромантии, чтобы превратить мертвых монстров в Кракена, огромного морского монстра. Но Дракена быстро говорит Лене, что этот монстр продержится всего несколько секунд. Она использует ноги Кракена, чтобы сжать монстра, и Лена быстро бросается вперед. Целясь в шею, которая не защищена чешуей, она использует свое умение трапеция, думая, что победила злого дракона. Но Аргос только смеется над ними. Щупальца, держащие злого дракона, начинают таять, и Флауэрхед быстро предупреждает, что к монстру больше нельзя прикасаться, иначе он начнет разрушать все вокруг. Злой дракон не умирает и нападает на Кракена Дрейтона, легко его уничтожая. Аргос продолжает зловеще смеяться и говорит, что такого огромного монстра нельзя победить слабым мечом. Аргас сливается со злым драконом и спрашивает, не боятся ли они этого могучего монстра, прежде чем нанести мощный удар по городу. Он ярко светится, и Флауэрхед говорит, что белый свет, исходящий от Аргоса, — это навык. Юэн удивляется, что Аргос использовал навык, чтобы воскресить злого дракона. Но Флауэрхед говорит, что это не навык воскрешения. Это навык владения, потому что злого дракона нельзя победить, пока они не победят Аргоса. Дрейтна спрашивает, как они могут победить его, ведь предыдущий способ не сработал. Но Лена просит ее снова отвлечь их, потому что она хочет попробовать другой прием. Флауэрхед думает, что превращение волшебного камня и призыв монстров не были вызваны никакими навыками, и это шокирует Аргаса. Он говорит, что сначала нужно избавиться от умных и использует свой навык пропущенное дыхание, чтобы атаковать Флауэрхед, который использует пламя демона в качестве контратаки. Обе атаки сильны, и Флауэрхед хвалит Аргаса, потому что если бы на ее месте был кто-то другой, его бы раздавило насмерть. Но силы Флауэрхед недостаточно, чтобы победить злого дракона, и Юэн отталкивает ее, чтобы она не пострадала. Лена зовет ее по имени и беспокоится. Но Юэн и Флауэрхед благополучно приземляются на берегу. Но сейчас они далеко от основного поля боя и не могут добраться до центра озера. Поэтому Флауэрхеду ничего не остается, кроме как доверить победу над монстром девочкам. Тем временем Аргас насмехается над девочками, говоря, что они ничего не смогут сделать, и снова атакует, но Дрейтона блокирует его атаку с помощью своего навыка. Но она едва успевает отразить одну атаку, как злобный дракон использует другую, под названием «Дыхание гниения». Тогда Лена делает шаг вперед и создает вокруг себя щит с помощью магии Святого Меча. Но атака дракона слишком сильна, и щит разрушается. Лена падает, но она рада, что атака не попала в город. Однако Аргас смеется, говоря, что забавно наблюдать за слабой борьбой. Лена думает о том, что теперь она стала сильнее и может атаковать врага, и решает, что ее меч уничтожит дракона. Лена говорит Аргосу, что он, кажется, уверен в себе, но не должен недооценивать меч святой. Но Аргос только насмехается над ней, говоря, что она слишком много болтает для той, кто так устала от битвы. Аргос использует самую сильную атаку под названием «Дыхание бедствия». Дрейтонна напугана. Но Лена бросается вперед навстречу атаке. Единорог прыгает вместе с Леной, и она чувствует, как что-то проникает в ее разум. Она видит воспоминания о войне между монстрами и богами, о том, как Лена вела фей, и о том, как король подарил ей волшебный меч перед волшебным единорогом. Яркий свет окружает Лену, а когда он гаснет, рука злобного дракона оказывается отрубленной. Все в замешательстве от того, что произошло, и выясняется, что Лена получила благословение фей, которое привело к ее превращению в новую форму. Святая сестра смотрит на происходящее, используя свои способности к предсказанию, и удивляется, почему в одном месте собрались две могущественные звезды. Ее помощница подходит и спрашивает, что случилось, и, увидев святую сестру, тоже удивляется. Тем временем Дратна говорит, что в трудные времена король дарует своему любимому рыцарю крылья из зеленого серебра и меч очищения. Как и в легенде о короле-волшебнике, Лена — избранный рыцарь, и теперь у нее есть сила, которую поддерживают единорог, великий Пегас и король. Аргос все еще не беспокоится и только насмехается над Леной, говоря, что новые крылья и меч не помогут ей победить, потому что злой дракон — величайший из демонов. Он собирается напасть на Лену, но Лена, обретя новые силы, быстро телепортируется и отсекает демону ногу своим новым умением — и клерисом. Она говорит Оргусу, что у нее нет времени на разговоры, и Эван начинает надеяться, что Лена сможет победить злого дракона.
Цветочная шляпа соглашается, говоря, что такая скорость и умение летать — это не то, что дается обычным святым меченосцам. Она взволнованно спрашивает, откуда у нее эта сила, и решает, что должна исследовать это превращение. В ее глазах появляется детский блеск. Она говорит Эвану, чтобы он использовал свои лозы, чтобы перенести их на поле боя. Но Эван отказывается, говоря, что цветочная шляпа недостаточно сильна, чтобы активно участвовать в битве. Однако цветочная шляпа говорит ему, что ее желание учиться вернуло ей силы. Тем временем Лене странно летать, но она говорит, что, к ее удивлению, она умеет пользоваться своими новыми способностями. Ей кажется, что что-то внутри нее учит ее, как это делать. Аргас злится, что Лена так много двигается и атакует ее. Но Лена ловко уворачивается от всех его атак. Она думает о том, что меч такой большой, но при этом легкий и бьет Аргаса плоской стороной лезвия. Флауэрхед поражена ее атаками и спрашивает, смотрит ли Эван бой, но Эван отвечает, что он занят постройкой лодки для них. Флауэрхед удивляется, куда делся маленький единорог, но не придает этому значения. Аргас начинает злиться и громко заявляет, что он верил в силу злого дракона и его владение магией, но быстро понимает, что его цель не победить Лену, а разрушить город. Он начинает атаковать город и направляет своего самого большого дракона на собор. Флауэрхед быстро понимает, что он хочет разрушить световой барьер, защищающий людей. Пока собор сильно трясется, Лена успевает разрубить мечом дракона пополам, и все восхищаются ее силой. Аргас, кажется, не напуган и говорит, что будет продолжать атаковать, пока барьер не падет. Но Лена прерывает его монолог, говоря, что бой окончен. Она вонзает меч в злого дракона и использует новое заклинание, называемое окаменение, которое превращает дракона в камень. Аргас потрясен тем, что проиграл девушке, и Флауэрхед замечает, что миазмы начинают исчезать. Дракон полностью превращается в камень и безжизненно падает в озеро. Дрейна, наблюдающая за всем этим, хвалит Лену за ее силу и говорит, что волшебный камень разрушен. Но Лена все равно смогла защитить Пегаса. Аргас, наполовину застрявший в злом драконе, сокрушается о своем поражении. Но Лена приставляет меч к его горлу и требует, чтобы он рассказал все, что знает. Аргас думает о том, что Лена принадлежит к группе женщин, называющих себя святыми, которые служат святой сестре, и задается вопросом, знала ли святая сестра, что святой меч станет сильнее. Он думает о том, что святая сестра из той же страны, что и он. Но он не может полностью ей доверять и думает, не использовала ли она его. Он думает, что у него больше нет причин оставаться в этом мире, и говорит, что между монстрами и феями всегда будет война, прежде чем исчезнуть. Лена пытается атаковать, но промахивается. Как только он исчезает, крылья и меч Лены возвращаются в нормальное состояние, а за ее спиной появляется единорог, и Лена понимает, что единорог сражался вместе с ней. Дратна быстро подбегает к ней и спрашивает, все ли с ней в порядке. Флёрхат использует еще один запрещенный прием, который называется пенная овца, и вокруг девушек появляются пузыри, которые быстро залечивают их раны. Флёрхат взволнованно заявляет, что бой был захватывающим, и хвалит девушек, а потом беззаботно говорит, что Юэн сомневался в их победе. Дракена признает, что она была бесполезна в бою, но Лена благодарит ее за то, что она сражалась вместе с ней и дала ей силы. С другой стороны, Лайт занят тренировками. И как только он заканчивает свой 100-й подход, Айсло приносит ему еду. Он радуется, что на ужин есть пицца, и быстро съедает все. Когда он заканчивает, она говорит, что пора спать. Но он говорит, что снова полон сил и собирается сделать еще 100 подходов. Когда он снова начинает тренироваться, Айсла говорит, что его может стошнить, если он не даст еде перевариться. Но Лайт не обращает внимания на ее слова и продолжает тренировку. Моника все еще работает над идеальным мечом для Лайта, но чувствует разочарование, потому что продолжает делать ошибки. Однако ее отец подбадривает ее, говоря, что те, кто учится на своих ошибках, создают лучшие вещи. Внезапно он спрашивает Монику, какой у нее план, и она растерянно смотрит на него. Она спрашивает, что он имеет в виду, и он отвечает, что кузнец не сможет сделать отличный меч, если не будет знать, что у человека в душе. Моника говорит, что она это прекрасно понимает. Тогда отец говорит ей, что если она делает меч для Лайта, то нет смысла оставаться в городе, пока он путешествует, и предлагает ей отправиться с ним в путешествие. Лайт опускает щит, и люди возвращаются в свои дома. Тем временем Лена извиняется перед Лайт, говоря, что сожалеет, что упустила Аргаса, потому что хотела узнать, откуда он. Лайт успокаивает ее, говоря, что она защитила город изо всех сил, и добавляет, что Аргас что-то уронил. Лена спрашивает, что это было, и Лайт отвечает, что это талисман, созданный древней цивилизацией Зельм.
Она объясняет, что каждый талисман действует как дополнительный навык, но в современном мире таких нет. Юэн спрашивает, что означает узор в виде перевернутой летучей мыши на талисмане, и Лайт отвечает, что это такой же навык, как и у Аргаса. Она говорит, что Аргас использовал талисман, чтобы обратить вспять действие очищающего камня Фэй, а затем использовал миазмы, чтобы призвать монстров. Лена впечатлена и говорит, что Цветку даже не пришлось заглядывать в книгу, чтобы оценить ситуацию. Но Цветок лишь ухмыляется и взволнованно сжимает талисман, утверждая, что теперь этот ценный предмет будет под ее защитой. Лена нерешительно спрашивает, устранена ли опасность, и Цветок уверяет ее, что угроза миновала. Лена хочет узнать, откуда у нее вдруг появились силы. Лена говорит, что, по ее мнению, маленький единорог превратился в крылья и меч, но Дрейне это кажется нереальным. Но прежде чем Лена успевает развеять сомнения Дрейны, из волшебного камня появляется яркий свет и выходит король-фей. Лена быстро говорит, что это тот самый человек, которого она видела во сне, когда ей даровали силы, и девушки потрясены появлением короля-фей, который представляется как Абель. Абель говорит, что это его материальная форма, похожая на мираж, которую он оставил в мире фей. Но Цветок с горящими глазами взволнованно перебивает его, утверждая, что не верит, что легендарный король фей появился спустя 1000 лет. Она быстро достает увеличительное стекло и начинает его рассматривать, спрашивая о его хобби, навыках или любимой еде. Юэн пытается остановить ее, но Абель отвечает на ее вопросы, говоря, что его хобби — сочинять стихи. Он собирается рассказать им о своих навыках, но Юэн снова прерывает их, говоря, что у них есть более важные темы для обсуждения. Дретна спрашивает, передал ли он Лене силу крыльев, и Абель поясняет, что это сделал не он лично. Он объясняет, что передал свою силу своей семье, и один из них по имени Сирес поделился своей силой с Леной. Лена спрашивает, кто такой Сирес, и Абель отвечает, что это единорог, заточенный в волшебном камне. Лена говорит, что когда она обрела свои силы, ее память была заполнена воспоминаниями о войне Абиля и Сирандоса с монстрами. Абель говорит, что после множества трудностей феи одержали победу над демонами, но несмотря на это их земли были превращены в пепел. Они были разрушены до такой степени, что стали непригодны для жизни, и на их восстановление ушли годы. Чтобы земля могла восстановиться, в волшебный камень нужно было запечатать жизнь, поэтому Сирес добровольно отдал свою жизнь. Лена сочувствует Сирису, потому что для нее невыносима мысль о том, что он был заперт в одиночестве на протяжении веков. Абель объясняет, что маленький единорог — это форма заточенного единорога, который откликнулся на отчаянную просьбу Лены защитить Землю. Он благодарит Лену и ее друзей за спасение Земли от демонов и говорит, что Сирес очень рад такому исходу. Абель говорит, что теперь, когда Сирес выполнил свою роль, он исчезнет. Перед тем, как уйти, Абель с теплотой смотрит на озеро, говоря, что оно снова ожило, и это благодаря самоотверженности Кирандара. Но потом быстро поправляется, говоря, что люди, которые здесь живут, сделали это место своим домом. Он утверждает, что жизнь этих людей придает смысл их жертвам. И теперь он оставляет их будущее в руках новых воинов, а старые защитники уходят. Лена спрашивает, исчезнет ли и Абель, и он подтверждает, что это его последнее появление. Он просит девушек исполнить танец феи перед тем, как они разойдутся, чтобы у него остались хорошие воспоминания. И Дратна соглашается. Она говорит Аэль, что сейчас не время для фестиваля, и театр разрушен, но она считает, что танец фей по-прежнему важен. Лена желает Дратня удачи, но Драйна говорит, что Лена тоже будет танцевать с ней, и это шокирует Лену. Драйна говорит, что Лена тоже в костюме и тащит ее за собой. Тем временем в соборе молодая девушка указывает на камень в озере и говорит, что танцовщицы готовятся к танцу. Это привлекает внимание людей, и они собираются вокруг, чтобы посмотреть. Люди удивляются, почему девушки собираются танцевать в такой ситуации, и начинают их ругать. Пока один мужчина не говорит, что, возможно, они танцуют из-за трудностей, которые преодолели. Лена пытается оправдаться, что не умеет танцевать. Но Дратна настаивает, говоря, что как только Лена выучит один цикл, остальное будет повторением тех же движений. Музыканты в соборе начинают играть, и девушки танцуют под их музыку. Все не могут не восхищаться их выступлением. Но одна женщина понимает, что Драйна, проклятая девушка из Билбери, тоже танцует. Но мужчина, стоящий рядом с ней, заступается за Драйну, говоря, что она сражалась с монстрами ради всех и восхваляет ее танец.
Все вокруг начинают хвалить ее и даже бросают в танцующих девушек лепестки цветов. Но в середине танца Лена спрыгивает на другой камень и говорит Дратне, что хочет посмотреть, как она танцует. Дрейна танцует одна, и дети в восторге от ее потрясающего выступления. Во время танца Дрейна вспоминает, как жестоко с ней обращались из-за ее магических способностей. Но тут ее прерывает Лена, которая по-настоящему приняла Дрейну и помогла ей осознать себя. В конце концов, волшебный камень рассыпается в пыль, и Дрейна плачет, а толпа громко аплодирует. Айл хвалит ее танец, а потом говорит, что дух Серидора всегда будет с ними. Но Флораш верит, что маленький единорог — это реинкарнация Сирио, и взволнованно говорит, что он будет отличным подопытным. А Бел прерывает ее и говорит Лене, что она должна взять нового Сире в путешествие, потому что он хочет, чтобы единорог свободно бегал по миру. Лена говорит, что ему нужно новое имя, и называет его Сирон. А Бел улыбается и исчезает. Флораш грустит, потому что думает, что могла бы задать много вопросов, а Эван ругает ее за то, что она задает бесполезные вопросы. Вдруг Лена теряет сознание. Через несколько часов она приходит в себя. Она видит, что Сирон рядом с ней, и говорит, что закат сегодня красивый. Она выходит и видит, что находится в VIP-комнате отеля, потому что после тяжелого боя ей нужно отдохнуть. Дворецкий слышит это и спешит поблагодарить Лену за спасение города. Он говорит, что святая сестра дала ночному патрулю лучшее оружие для защиты города, и это всех шокирует. Он добавляет, что сегодня она приехала с группой приспешников, потому что защита волшебного камня больше не действует, и город уязвим для монстров. Как только он уходит, Флауэрхед выражает свое беспокойство, говоря, что, как бы быстро не распространялись слухи, оружие не может прибыть так быстро. Если только святая сестра не спланировала это. Юэн спрашивает, знала ли святая сестра, что волшебный камень будет уничтожен. Флауэрхед думает, что ситуация гораздо серьезнее, чем кажется. Флауэрхед спрашивает, знают ли они, в чем заключается навык святой сестры, и Лена отвечает, что это оценка. Однако Флауэрхед поправляет ее, говоря, что оценка — это только официальное название навыка. Поскольку начальство считает, что ее настоящий навык — предвидение будущего, и она получает откровение с небес. Все шокированы. Поэтому Лена говорит, что святая сестра оценила ее навык как святой меч. Дратна говорит, что с ней произошло то же самое. Но Флауэрхед говорит, что, возможно, святая сестра увидела их будущее и угадала их навыки. Она говорит, что нападение злого дракона на поместье бывшего графа, а затем на Афину, произошло слишком близко, чтобы быть совпадением, и девушки были в центре обоих событий. Флауэрхед думает, что их сражение с двумя злыми драконами — часть ужасного плана. Но Дратна пытается встать на сторону святой сестры, поэтому Флауэрхед говорит ей открыть глаза и посмотреть правде в лицо. Флауэрхед говорит, что они пойдут с ней, пока она будет разбираться в ситуации. Юэн считает, что она делает все это, чтобы защитить девушек, а Лена понимает, что она была вынуждена отправиться в святой город, когда получила свой навык, и с тех пор действует согласно предсказаниям святой сестры. Лена думает, что попытки святой сестры избавиться от света тоже могут быть частью ее плана. Лена быстро соглашается пойти с цветочной шляпкой и Дрейной, которая тоже хочет пойти с ними. Но она быстро добавляет, что не предаст святую сестру из-за каких-то слухов. Цветочная шляпка думает, что ситуация может стать напряженной. Но Дрейна может выбрать, на чьей она стороне позже. Лена хочет помочь с восстановлением города, прежде чем они уедут, и цветочная шляпка говорит, что она отдохнет несколько дней, так что девочки могут делать все, что захотят. Айла помогает маме с тестом для пиццы. Мама хвалит ее, говоря, что одной ей было бы трудно приготовить столько еды. Вдруг к Кайле подходит Лайт, который тренируется зажигать огонь, и Айла рада, что Лайт полностью выздоровел. В этот момент к ним подлетает маленький синий огонек, и Лена объясняет, что это светлячок-краб, который позволяет им разговаривать на расстоянии. Она спрашивает, как у них дела. Рассказав о себе, она просит его подождать ее, и они прощаются, пожелав друг другу удачи. Святая сестра говорит своей помощнице, что в городе все идет по плану. Теперь их следующая цель — Фармида. Она говорит, что мастера фруктов нужно устранить как можно скорее, и Ной спрашивает, не помешает ли это планам святой сестры. Она быстро предупреждает Ноя, чтобы он никогда не говорил об этом за пределами их комнаты, и говорит, что пора приступать к ее последнему плану. Тем временем Моника дарит Лайту новый меч, который называется Хамура, и Лайт чувствует огромную силу, просто держа его в руках. Она также дарит ему новую куртку, которую шила, и он благодарит ее. Лайт и Айла отправляются на новое задание.
Но Моника решает пойти с ними. Она говорит, что хочет присоединиться к ним, потому что, увидев, как Лайт использует меч, который она сделала, она вдохновится на создание идеального меча для него. Она говорит, что Хамура — это пока только прототип, и она хочет сделать для Лайта идеальный меч. Лайт разрешает ей присоединиться к ним, и все трое отправляются в путь. Когда они прибывают в священный город, где должно состояться задание, там их встречает авантюристка ранга С по имени Скин и говорит, что ей приказали присоединиться к их группе. Лайт тепло приветствует ее, и они вместе отправляются в новое приключение. На этом все. Смотрите следующее видео и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.